Аниме начинается с общего взгляда на город, за которым следует начало болезни, которая поражает всех людей, вызывая хаос и разрушение. И таинственная молодая женщина с розовыми волосами в сопровождении группы последователей проходит через катастрофу. Сцена меняется, показывая нам группу детей, которые бродят по городу, наблюдая за смертью людей. Голос объявляет, что распространился вирус, смертельный для людей, и мы видим, как Микаэла, один из детей, приказывает другому по имени Яширо защитить остальных детей, так как директор умерла. Голос показывает, что вирус не поражает детей младше 13 лет, и что жестокая третья родительница ТП позаботится обо всех детях в округе. Затем какие-то люди устраивают засаду на детей в комнате и перевозят их на грузовиках. Затем 4 года спустя мы переезжаем в замок, принадлежащий жестокому Цепишу, где мальчиков регистрируют. Мы наблюдаем за Микаэлой Якуя и Юитиро Якуя, которые теперь стали старше. Потом мы видим, как вампиры забирают кровь у всех детей, оставляя их слабыми. Уходя оттуда, они дают им еду, но Юиширо отказывается ее есть из-за своего недовольства действиями, которые они совершили. И Микаэла предупреждает его, что он может заболеть, если продолжит в том же духе, и говорит ему, что место, в котором он находится, не так уж и плохо, поскольку они в безопасности, и они могут жить вместе со своей семьей. Однако Юширо не разделяет этого мнения, так как не хочет, чтобы с ним обращались как со скотом. Потом мы наблюдаем, как двое охранников проходят мимо маленьких детей, что приводит Яширо в ярость, и он решает противостоять им, чтобы попросить прощения. Однако чуть не убитыми, пока не вмешивается мистер Ферит. Ферит, у которого очень хорошие отношения с Микаэлой, спрашивает, что происходит. Микаэла рассказывает ему, что один из ее родственников создает проблемы, но все же принимает его приглашение приехать в их особняк. Ферит спрашивает, не рассердится ли Яширо, что вызывает его гнев, и он пытается оскорбить его, но Микаэла автоматически останавливает его. Юичиро злится на Микаэлу, но позже последняя объясняет ему, что человеку невозможно физически победить вампира. После этого Юичиро спрашивает Микаэлу, знает ли она благородного лорда Ферита, на что Микаэла отвечает утвердительно и упоминает, что она многое получает в обмен на свою кровь. Но, к сожалению, это не так. В том числе очень вкусная еда, и Микаэла рекомендует Ихиро научиться пользоваться своей головой, чтобы выжить в этом месте. Однако Юхиро подходит и бьет его, прежде чем уйти, ничего не сказав. Затем мы видим, как Юхиро лежит, расслабляясь, пока Акана не подходит, чтобы спросить, как у него дела. И она напоминает ему, что он является частью семьи, состоящей из всех детей в приюте, хотя он и сдерживается. Отрицайте каждый раз, когда слышите комментарии, чтобы молодой человек вспомнил свой первый день в приюте, когда Микаэла протянула ему руку в знак поддержки. Когда он возвращается домой на ужин, его младшие братья и сестры выражают друг другу, как сильно они по нему скучали, и говорят ему, что они будут ужинать карри. Яширо удивлен, увидев, что Акане готовит, и спрашивает его, как такое возможно. Акане отвечает, что это благодаря Микаэле, что приводит Яширо в ярость из-за того, что она сделала. Во время сцены мальчик отказывается попробовать карри, пока его братья спорят о том, кому в этот день исполнится год. Акане разрешает конфликт, говоря, что в этот день у всех будет день рождения, а затем дети спрашивают Яширо, где Микаэла, но он не знает, что ответить на это. Впоследствии Микаэла приходит поздно ночью, когда все спят, кроме Юиширо, который его ждал, и Юиширо говорит ей, что в следующий раз он будет использовать ее кровь для еды. Но Микаэла шутит по поводу вкуса его крови и заверяет его, что не волнуйся, а затем говорит Яширо, что она не будет пить его кровь. Готовьтесь сражаться с вампирами. Юиширо просит Микаэлу перестать нести весь этот груз в одиночку, на что Микаэла отвечает, чтобы она перестала говорить глупости и держалась за свои слова, как это делают другие дети, которые воспринимают это как вдохновение. После этого разговора они пойдут есть карри, и Микаэла подарит Юиширо оружие для борьбы с вампирами, а также показывает ему карту города, которую она украла из особняка Ферит. Поэтому они предлагают им сбежать из города сегодня же вместе со всей семьей, так как у них нет другого выхода. У них все запланировано. Юиширо возражает против беспокойства по поводу вируса, но Микаэла уверяет его, что это не повлияет на них, так как всем в семье всего 12 лет. Затем Микаэла приказывает Кейну разбудить всех, чтобы начать побег. В полной тишине, следуя приказу Микаэлы, они совершают свой побег, путешествуя по всему городу. И в канализации дети спрашивают Микаэлу, куда они направляются, и он отвечает, что они вернутся в свой мир, где смогут есть карри каждый день. Но в этот момент их чуть не поймал охранник, хотя им удается вовремя спрятаться. Приближаясь к концу своего плана, Ферит прерывает их, говоря, что он их ждал, в то время как он наслаждается отчаянием на лицах детей и показывает, что он просто играл с ними.
А потом он берет одну из девочек силой и высасывает из нее всю кровь до смерти. Джишоу приходит в ярость и стреляет прямо в Ферита, но ему удается увернуться от выстрела своей огромной скоростью. Однако он показывает им, что карта реальна и что все они близки к выходу. И именно поэтому Юиширо пытается создать детям возможность сбежать, но терпит неудачу, позволяя Фериту убить всех детей, в то время как Микаэла отчаянно кричит, прося остановиться. Даже Акани умирает, что побуждает Микаэлу взять пистолет и напасть прямо на Ферита, который поблагодарил ее за свою божественную кровь, а затем жестоко убил его. Тем не менее, жертва не напрасна, поскольку Юхиро использует отвлекающий маневр, чтобы выстрелить Фериту в голову. Микаэль на грани смерти говорит Юхиро сбежать, но он отказывается сделать это в одиночку, оплакивая потерю всей своей семьи. Юхиро продолжает план после того, как Микаэла приказывает ему бежать, когда приближаются охранники. Юхиро наконец удается сбежать, и они оказываются в мрачном мире, где взрослые упоминают, что сбылось пророчество, в котором говорится, что появится один из подопытных в лабораториях, и Акуя, которые разрушили Японию. И Господь упоминает, что он будет использовать Юичиро, чтобы уничтожить всех вампиров, но он просто обнимает его, когда он плачет, и обещает сделать это. Впоследствии мы перенесемся еще на 4 года вперед, где главный герой Юичиро уже взрослый. Мы наблюдаем, как Прота продолжает мучиться из-за того, что случилось с Микой много лет назад, и внезапно нападает всадник апокалипсиса, и товарищи Прота пытаются поговорить со зверем. И они задаются вопросом, почему новобранец находится здесь из-за того, что он должен услышать, но Прота отказывается, поскольку его единственная мотивация — отомстить вампирам. Игнорируя приказы начальства, начинает свою атаку на зверя и очень легко побеждает его, разрубая его пополам своим мечом. Меч. В следующей сцене Прота оказывается в школе, жалуясь на то, что его наказали, несмотря на то, что он победил существо. Однако учитель отчитывает его за бормотание и прерывание урока, угрожая отстранить их, и продолжает свое неподчинение. И Аль-Прота это ее не пугает. Напротив, она рада словам профессора, что шокирует всех присутствующих. В этот момент девушка касается его спины, и Прота поворачивается, чтобы спросить, кто она. Девушка пишет в своей записной книжке, что ее зовут Шинэ Раги, и что она армейский посланник, который наблюдает за ним. И если она не будет сотрудничать, посещая занятия, она должна будет сообщить военным о ситуации, что продлит отстранение от занятий. Прота злится, что также вызывает гнев учителя из-за того, что его игнорируют. Однако Шино подчеркивает Проту важность сотрудничества, и он решает выполнять приказы профессора. Шиноа также упоминает, что если он не сможет быть хотя бы другом, его санкция не будет снята. А затем мы переходим к воспоминаниям о Проте, где, по его мнению, человеческая раса была истреблена. Однако Гурен, и если ему не сообщат, что это всего лишь ложь вампиров, хотя это правда, что часть человечества исчезла. И он объясняет ему, что когда вампиры вымерли, они были уничтожены. Зазвучали трубы апокалипсиса, в мире появились странные монстры. Но теперь началось воскрешение человеческой расы. Полковник японской императорской армии демонов по имени Гурен говорит ему, что его организация восторжествует и будет контролировать все человечество, обещая, что если он присоединится к ним, он сможет отомстить всем вампирам. А пока подай ему пальто. В настоящее время Эль-Прота злится на Гурена, так как за все эти годы он так ничего и не сделал для него. А затем Шиноа насмехается над Протой, видя, что у него нет намерений заводить новых друзей. Но затем проявляет сострадание к тому, что случилось с его семьей, когда он был ребенком, задающий вопрос, почему у него не может быть друзей или девушки. Прота приходит в ярость и встает, говоря, чтобы он отправил сообщение Гурену, чтобы тот позволил ему стать частью уничтожающей вампиров силы, поскольку он достаточно силен, чтобы быть в ней. Шино отвечает ему, что Гурен уже знал, что я это скажу, и отправил ему письмо. И несмотря на волнение Проты, письмо — это просто ругательство со стороны Гурена, который говорит ему, что он должен завести хотя бы одного друга, чтобы познакомить его. Прота приходит в ярость и покидает класс, крича, что ему надоело отношение Гурена, но Шино преследует его, поскольку он должен присматривать за ним, даже если Проте это не нравится. А затем они видят, как несколько хулиганов приставают к ребенку, но Прота решает игнорировать ситуацию. Однако Прота решает снова противостоять обидчикам, поскольку они обращались с мальчиком как со скотом. Обидчики насмехаются над Протой, говоря, что он окажется в той же ситуации, что и Йоичи, но Прота спрашивает их, хотят ли они драться, пока он издевается над ними. Шино предупреждает его, что если он захочет гражданского, его наказание будет продлено, в результате чего Прота получит удар и будет убит, оскорбленный обидчиками. На пути к выполнению просьб обидчиков Йоичи много раз извиняется перед Протой, но ему надоедает его поведение и ругает его за то, что он позволил другим ученикам плохо с ним обращаться. Йоша оправдывается, говоря, что это неправда, и рассказывает ему, что хотел попросить Яманаку об одолжении, чтобы стать частью этой группы. Прота спрашивает, кто такой Яманака, и Юичи отвечает, что это тот, кто его избил, и говорит ему, что ему нужна услуга.
потому что он провалил вступительный экзамен в армию демонов имперский, и что Яманаке предложили вступить в престижную компанию «Лунный демон». Вот почему он хочет, чтобы Ямана хорошо провел его, чтобы ему разрешили повторить экзамен. Прата будет удивлен, услышав это, поскольку он даже не смог туда попасть, что еще больше разозлило Гурина. Джойши отвечает, что редко кто-то вроде него хотел бы поступить в армию, но он делает это, чтобы отомстить за свою сестру. Прата дает ему исправление и говорит, что если бы он попытался спасти свою сестру, он был бы мертв. Поэтому он поступил правильно и рекомендует ему не быть в армии. Армия, поскольку с ее отношением у нее нет будущего, убивая вампиров, что автоматически огорчает Йоичи. Но затем происходит сильный взрыв, и тревожный голос сообщает, что вампир сбежал из соседней биологической лаборатории. Шиона приказывает Эль-Проти и Юиши укрыться, пока она сообщает компании лунных демонов. Но Прата говорит, что в этом нет необходимости и что он сам победит вампиру. Все ученики пытаются убежать, но Прата поднимает оружие и готовится к бою. Пока Яманака все наблюдает, начинается битва, и Проти удается отрубить вампиру руку, приказывая Яманаке бежать. Однако последний говорит, что я не могу убежать, так как это ложь, что он вступил в армию, что он просто сказал это, чтобы все его боялись. Вампир наносит ответный удар Протону своей уже регенерированной рукой, причиняя ему много неприятностей. Но когда вампирша собирается восстановить все свои силы, вмешивается Джойчи, бросаясь на нее, за что Прота благодарит ее и продолжает битву. Но из-за отвлекающего маневра вампирше удается бросить на Прота все свои силы. Он бросается в окно, хотя его мечу удается пробить его насквозь. Вампирша насмехается над этой маленькой раной, но в этот момент появляется Гурен и побеждает ее. Гурен насмехается над Протой за попытку победить вампиршу, не имея зачарованного оружия, но благодарит его за его вмешательство. А затем Прота говорит ему, что он уже видел, на что он способен, и что он хочет, чтобы я принял его в компанию. Гурен отказывается, утверждая, что Юишира не умеет работать в команде, и предъявляет ему претензии за то, что у него нет даже друга. В этот момент появляется Йоши и бросается на Прота, поблагодарив его за то, что он сделал, хотя избивает его с толку. Он все еще доказывает, что он его друг, заставляя Шиноа напоминать Гурену, что он должен сдержать свое обещание. Пока Прота без сознания, у него есть видение Мики, которая говорит ему, что он должен оставить эту мстительную жизнь и что он должен позаботиться о своем новом друге. В конце концов, Прота будет медсестру, наблюдая, как его новые друзья радуются за него. А что если Наа сообщит ему, что он уже является частью уничтожающей вампиров силы, как и Джойс из-за его храбрости? На следующий день Яманака и его друзья оказываются в секретной комнате, где у них могут возникнуть серьезные проблемы, и их обнаруживают военные. Яманака и один из его товарищей решают уйти, но Юджи решает остаться, пока открывается таинственная дверь. Позже смущенная компания вручает Проти благодарственное письмо и признается, что он ей нравится. Юхиро шокирован, и когда он пытается что-то сказать, девушка быстро убегает. И если Наа, за которым она наблюдает издалека, подходит и насмехается, что теперь он настоящий красавчик, но говорит ей, что она все еще девственница. Если Наа упоминает, что это плохо, так как армия поощряет любовные отношения, чтобы они могли заселить человеческую расу и восстановить гегемонию в мире. Битва с вампирами, поэтому у них должно быть много детей, и хотя Прота, похоже, это не интересует. Он спрашивает Шаха, почему он должен продолжать посещать обычную школу, если он уже заработал место в силах уничтожения вампиров. Шиноа отвечает, что эти жалобы вы можете передать подполковнику. Юичиро злится и говорит, что Гурина никогда нет в его кабинете и что он не может этого сделать. Шиноха успокаивает его, говоря, что бесполезно кричать на нее и что ее обучение уже началось. И начинает показывать ему демона, с которым она заключила договор по имени Шикамададжи, а также показывает ему свое демоническое оружие, которое она использует против вампиров, оставляя Юхиро в полном изумлении. И после того, как Юхиро стал свидетелем этого, он говорит, что с таким оружием он мог бы победить вампиров. Шиноа говорит ему, что даже если бы у него было такое оружие, он не смог бы победить его без посторонней помощи, поэтому он должен научиться работать в команде. Прота прерывает ее и вызывает на дуэль за свой меч, чтобы она могла отомстить за свою семью, но Шиноа отвечает, что она не может использовать демоническое оружие. «Пусть у меня будет договор с кем-то другим». Тогда Юиширо говорит ему показать ему, на что он способен, начав таким образом очень равный бой. Шиноа говорит Протою, что глупо пытаться использовать его обычное оружие против его собственного, одновременно нанося на него специальные атаки, генерируемые его оружием, что легко побеждает его. И вместо того, чтобы злиться, Юиширо остается очарованным тем, что ему удалось увидеть. Затем они идут по школьным коридорам, и Юиширо говорит Шиноа, что с этим оружием должно быть очень легко победить вампиров. Шиноа отвечает, что нет, так как вампиры также вооружены на поле боя, и именно поэтому Гурин настаивает на командной работе. Внезапно Йоши прерывает его, прося о помощи, так как его преследуют Яманака и его друг, но они оба извиняются за то, что они с ним сделали, и он отказывается. Они просят вас быть их подчиненными. Мальчики говорят Проту, что хотят быть подчиненными Йоши.
потому что им нужна его помощь. Яманака извиняется и рассказывает, что Юджи вошел в запретную комнату, но еще не вернулся. Шино слышит это и спрашивает его, почему они вошли в запретную военную зону первого уровня, говоря, что им не нужно оправдываться перед ним, так как это строго наказывается. И она думает, что Юджи, возможно, был схвачен армией или даже казнен, поэтому они должны забыть об этом. Позже Прата спрашивает Шиноа, что это за запретное место. Она отвечает, что это одна из 7 тайн института, смеясь. Яширо говорит, что это ерунда и что это просто что-то запрещенное в армии, не более того. Шиноа рассказывает про Тиёши, что там проходили обучение члены сил уничтожения, и что только уполномоченные люди могут войти, так как есть риск быть одержимым каким-нибудь демоном. Прата удивлен, услышав это, так как Шиноа говорит ему, что он должен сопровождать ее, чтобы сделать следующий шаг в обучении. Затем вы направляетесь в подземное святилище, которое представляет собой туннели, построенные для предотвращения наводнений, но которые теперь используются для обучения. Как и весь институт, где набираются люди, на которых не влияет злая аура демонов, но им, в конце концов, признается, что вся школа, которую они посещали, была разрушена. Это крупномасштабная лаборатория для экспериментов на людях, а затем они добираются до двери, через которую исчез Юджи. Шино объясняет, что через это проходят только избранные члены уничтожающей силы или те, кто был выбран демоном. Однако Юши не был выбран, что означает, что его сердце должно быть было съедено, став демоном, пожираемым людьми. И Шино говорит им, что покажет ему силу своего демонического оружия, но Прата выходит вперед с намерением победить демона, чтобы получить больше силы для его мести. Юхиро входит в запретную комнату и обнаруживает в центре множество оружия, принадлежащего павшим и одержимого Юджи. Шинва приказывает ему не вмешиваться, так как уничтожающая сила спасет его, но Прата заинтересован в заключении договора с демоном Ашей, у которого есть Юхи, и становится одержимым Юджи. Он начинает сражаться с ним, поэтому Шино отправляет Йоши за подкреплением. Прата начинает свою битву, но Шино останавливает его, чтобы предупредить, что если он прикоснется к топору своими руками, он будет одержим демоном. И он также говорит ему, что его сердце, исполненное мести, не готово победить его, поскольку демоны питаются негативными чувствами и используют его в своих целях его против. И именно по этой причине Гурен не отдал ему свое демоническое оружие. Однако Юхиро не возражает и говорит, что докажет всем, что они сильно ошибаются, и даже победит его без своего оружия. Юхиро начинает свою атаку на демона, но когда ему удается отобрать у него оружие, и он оказывается втянутым в иллюзию, в которой он мальчик и видит всю свою семью насквозь. Его семья приглашает его на ужин. И Прата автоматически чувствует себя очень странно, но он удивлен, услышав, как Мика спрашивает его о его желании стать сильным и победить вампиров. И прежде чем они попробуют ужин, Прата спрашивает, жива ли еще его семья, и Мика отвечает, что нет. Тем временем все предъявляют ему претензии за то, что он бросил их, когда их убил вампир. Демон в образе Мики говорит ему, что даст ему свою силу, чтобы отомстить, если он откроет свое сердце. Демон думает, что Прата соглашается, но Юхиро реагирует, поскольку Мика никогда бы не попросил его отомстить, заставляя иллюзию начать разрушаться, угрожая демону. Юиширо задается вопросом, как он посмел выдать себя за свою семью в таком гневе, и таким образом демон раскрывает свою форму. Затем Прата просыпается и не знает, что произошло. Шино объясняет ему, что он находится под иллюзией демона, но ему удалось изгнать его своей волей, и Прата спрашивает, получил ли он наконец свое оружие. Но Шино говорит ему, что пока нет, что Гурен будет тем, кто отдаст его ему. Юиширо смеется и говорит ему, что теперь Гурен должен принять свою силу, поскольку он победил демона, и Шиноа подтверждает ему, что теперь он должен посещать школу подготовки уничтожающих сил. Услышав это, Прата очень взволнован и решает с гордостью взять на себя задачу научиться убивать вампиров. Тем временем Ферид жив и разговаривает с Микой, который также выжил и стал вампиром. Ферид сообщает, что нашел Прата и что его используют люди. Однажды ночью внезапно появляется всадник апокалипсиса, вызывающий разрушение и ужас среди людей. Однако Микаэла встает у него на пути своим демоническим мечом и легко побеждает его одной атакой. И люди удивлены и рады, что у них есть защитник. Но сверстники Микаэлы насмехаются над ними, зная, что они только увеличивают поголовье скота. Во время разговора они подвергают сомнению Микаэлу, поскольку она стала вампиром, выпив кровь третьей прародительницы, жестокой Цепиш. И один из вампиров презирает Микаэлу, считая ее такой же несчастной и жадной, чем люди. Микаэла отвечает ему, что они могут делать все, что захотят, поскольку он не стремится к славе. После этого вампиры объявляют населению округа, что теперь они находятся под их контролем и защитой. И Микаэла спасла молодого человека, который позже подходит к нему, чтобы предложить свою кровь в качестве благодарности, что приводит к потере воспоминаний о Микаэле до того, как она потеряла свою человечность, когда она рассказывает о своем плане побега в Прата и о том, что произошло после этого.
этого, когда Прата сбежал. После ее побега явились охранники, и прибыл жестокий Цепеш, объявив Микаэлу свои и спросив Ферита, что произошло. Ферит хвалит внешность жестокого, но она отвергает его, полагая, что его интересует только его политическая власть. Королева обвиняет Ферита в том, что он позволил эфиринам сбежать и оставил одного на грани смерти. Ферит все отрицает и угрожает рассказать совету о своем расследовании проклятия этих единомышленников, что приводит Крула в ярость и побуждает ее напасть. Легко победив Ферита, Ферит извиняется, сдается и обещает больше не вмешиваться в его дела. Впоследствии Крул подходит к Микаэле и спрашивает, хочет ли он, чтобы она подарила ему вечную жизнь. Хотя Микаэла отвечает «нет», Крул заставляет его выпить ее кровь поцелуем, в результате чего он теряет всю свою человечность. В другой сцене Прата сталкивается на своем пути с парнем, который ищет драки, поэтому они автоматически начинают драться. Однако я в конечном итоге очень поражен тем, что он пытается уклониться от темы после того, как Йоши посоветуется, и когда Шиноха видит его. Он насмехается над ним, говоря, что они собираются его убить, снова приостановить. Но Прата говорит ему, что это была не драка, так как он врезался в уличный фонарь. Шиноха говорит ему, что все в порядке, что на этот раз он оставит его в покое и спрашивает парней, есть ли у них какие-либо эмоции по поводу начала тренировки. Прата, как обычно, жалуется и говорит, что когда его отпустят, он пойдет драться. Шиноха говорит ему, что если он хочет пропустить тренировку, это нормально, но что он должен идти в бой без оружия и без формы. А затем Шиноха ведет его в свой новый класс, где они находят Гура в полусне. Подполковник представляет их как студентов по обмену и заставляет представиться. Юичиро начинает презентацию, заявляя, что он пришел не для того, чтобы дружить, и что он не намерен ни с кем ладить. И заканчивает тем, что говорит, что все они зря тратят свое время, поскольку самое мощное оружие будет принадлежать ему. Гурен ругает Прата и отправляет его на свое место в классе. Когда он приходит, обнаруживает, что его место занимает мальчик, с которым он подрался. Гурен не понимает, что происходит и с Кимидзуки, поскольку его отправили в обычную школу под присмотром Шиноха. Поэтому он подвергает сомнению результаты, но она отвечает, что результаты в порядке перед ним. Тем временем Прата и Шихоу устраивают драку, чтобы выяснить, кто сильнее, и именно поэтому Гурен устает от ситуации, нанося обоим удар, от которого они полностью теряют сознание. Затем мы видим, как Шино входит в кабинет Гурена без единого разрешения, чтобы попросить его провести испытание демонического оружия, поскольку у него самые высокие оценки. Гурен спрашивает, почему он хочет такой большой власти. Шихоу отвечает ему, что армия знает о нем все и что он не понимает, к чему идет вопрос. А затем Гурен показывает, что он уже знает, что ему нужны деньги на лечение его сестры, что она заразилась вирусом еще будучи маленькой девочкой, и что, поступив в компанию, она могла бы получить к нему доступ на лечение, но он говорит ей, что теперь не даст ей демонического оружия, так как он просто воспользуется ее желаниями и использует их против нее. Шихоу тогда насмехается над тем, что произойдет с Протоном, но Гурен рассказывает ему, что однажды он уже имел дело с демоном, что шокирует Шихоу. Но затем он говорит, что все же он сильнее Протона. Гурен отвечает, что этого недостаточно, так как без друзей он не может этого добиться. А потом мальчикам сообщают, что они должны сдать предварительный экзамен на знание демонического оружия. Первые тесты проводятся в паре, поэтому Шиноха объединяется с Йоши, в то время как Прата должен объединиться с Шихоу по обязательствам. И сначала на них нападают заколдованные марионетки, но из-за отсутствия командной работы они не могут пройти тест и теряют очки. Потом инструктор получает информацию, которую она должна сообщить Сихоу. Тренировка прекращается, и Сихоу сообщают, что ее сестра находится в критическом состоянии в лазарете. Несмотря на это, Сихоу решает продолжить тренировку, но Прата советует ему, что он должен пойти со своей сестрой и не бросать ее, так как в любой момент его сестра может умереть, и он умрет. Тогда вы могли бы пожалеть об этом. Но Прата бьет Шихоу по лицу, чтобы он пришел в себя, потому что он просто хотел продолжать тренироваться. В больнице Сихок обещает поступить в роту, а затем перевести свою сестру в военный госпиталь. В конце вечера у обоих парней состоится мотивационный разговор, в котором они призывают друг друга пообещать сдаться. Наконец-то показано собрание отпрысков родителей, обеспокоенных новой угрозой. Жестокий предлагает уничтожить императорскую армию демонов Японии, чтобы положить конец угрозам и начать новую войну. Ниже мы являемся свидетелями встречи, на которой присутствует Ири Чинга, генерал-майор имперской армии демонов. Он представляет свой отчет о районе и беспорядках, вызванных вампирами в районе Кансай. В середине собрания Гурен, который спал, просыпается и спрашивает, закончилось ли скучное собрание. И генерал Тенри Хираги предупреждает его, чтобы он был осторожен со своими словами, но Гурен решает, что это не так. Он покидает встречу, прося, чтобы ему дали краткое изложение позже, так как он считает, что ему не следует присутствовать, поскольку армия контролируется семьей Хираги. И как Иши он не видит причин оставаться и в конце концов уходит.
На выходе он жалуется на скучную встречу, но внезапно появляется Прата и нападает на него. Но Гурен легко останавливает его и насмехается над ним, говоря, что он, как всегда, предсказуем и что он хочет повеселиться, сражаясь с ним. Разъяренный Прата спрашивает его, почему он исчез на 10 дней, не отдав ему свой демонический меч. Гурен решает дать ему быстрый ответ, чтобы не привлекать внимание семьи Ираги, поэтому он предлагает ему подписать контракт с демоном, чтобы затем отправить его на поле битвы. Но также предупреждает его, что если он не отдаст свой демонический меч, он не получит ответа. Если он умрет, он не понесет ответственности. Прата не может поверить в то, что слышит, но автоматически с большим энтузиазмом принимает контракт. И перед тем, как уйти, Гури бьет его по голове и предупреждает, чтобы он больше не пытался ударить его летящим ударом. Затем Прата встречает Шиноа, который спрашивает его, что случилось с его головой и пропустил ли он урок, чтобы подраться. Он отвечает ей нет, но она уже знала это и говорит ему, что Гурен не умеет контролировать свою силу, но поздравляет его, потому что ему наконец дали разрешение заключить договор с демоном. Ночью Микаэла находится рядом с Феритом, который говорит ей, что настало время, когда она, возможно, встретит Эль Прата. Но Мика игнорирует это и уходит, путешествуя по городу, чтобы добраться до своего старого дома, только чтобы обнаружить, что теперь в нем живут другие дети, что он очень напуган, увидев это, поэтому Мика должен уйти. А на следующий день в Академии будут сданы результаты письменных экзаменов, которые определят ранг каждого демонического оружия. Прата пытается скрыть свою оценку, но если он не уберет руки, чтобы посмеяться над ним. И он говорит группе, что у Праты есть легендарная оценка, которую могут получить только гении, то есть 0. Это всех удивляет, но он злится на Шиноа, который говорит ему, что сделал это, чтобы помочь ему стать популярным. Однако Прата повторяет ему, что ему не нужны друзья или товарищи, чтобы достичь своей цели. Она насмехается, говоря, что он похож на 3-летнего ребенка, но Джоши перебивает, говоря, что, возможно, японский язык не его вещь. А затем Шихоу насмехается над Пратой, но он подвергает его сомнению, прося его показать свои записи. Шихоу показывает, что он получил 100 и что он писал на 3 разных языках. И это приводит всех к драке, но Йоши и учители Саюри пытаются их остановить. Прибывает Гурен и привлекает внимание Прата, который расспрашивал его о том, что он сказал о том, чтобы дать ему демоническое оружие. И Шихэй прерывает его ударом и просит подполковника объяснить, почему он бросил занятия на столько дней. Гурен насмехается над молодыми людьми за то, что они верят, что у них есть демоническое оружие, но мальчики снова спорят и бьют друг друга. Пока Гурен спрашивает Юрия, что он думает о них и готовы ли они противостоять искушению демонов. И она отвечает, что она не очень хорошо это знает, но что они оба сильнее ее в ее возрасте, и что Йоши, на удивление, обладает наибольшей устойчивостью к демонам. Гурен решает напасть на них, чтобы проверить, все ли они готовы, говоря, что если кто-то умрет, то это их вина за то, что они недостаточно тренировались. Многие пострадали от атаки Гурена, включая Шихоу, но Прата и Йоши ничего не чувствуют. Гурен поздравляет ребят с тем, что они остаются в сознании, поскольку у них есть потенциал заключить контракт с демоном, если они продолжат тренироваться. Но еще больше поздравляют тех, кто все еще стоит на ногах, поскольку у них есть шанс сразиться с настоящим демоном и получить демоническое оружие того же ранга, что и он, серии «Черный демон». Счастливчиками являются Эль Прата, Шихоу, Йоши и Шиноа, хотя Гурен говорит, что предпочел бы, чтобы последняя упала в обморок. Когда они направляются противостоять демонам, Саори говорит Гурену, что, возможно, не стоит привлекать Йоши к участию, но он отвечает ей, что не волнуйтесь, и что если Йоши недостаточно силен, он умрет, так как мир очень жесток. А потом ты спрашиваешь Йоши, готов ли он рискнуть своей жизнью, чтобы отомстить за свою сестру, и если нет, ему следует уйти. Другие мальчики советуют Йоши уйти, но он отказывается и решает остаться, чтобы защитить то, что он любит больше всего. Спускаясь на своем лифте, все пытаются успокоить Йоши, так как пути назад нет. Однако Шиноа спрашивает Шинхо, в безопасности ли он, поскольку раньше он едва держался на ногах, держась за стол, а затем Гурен ругает Прата из-за того, что он слишком самоуверен, и дает ему понять, что он в безопасности. Он предупреждает, что этот демон не идет ни в какое сравнение с тем, кого он победил раньше. Они, наконец, достигают места, где находится оружие, в котором обитают самые могущественные демоны, и Прата спрашивает, что им следует делать. И как только они прикоснутся к оружию, начнется ритуал. Если они победят демона, их сила будет принадлежать им, но если они умрут, они станут демонами или умрут, но в любом случае они умрут. Первым начнет Прата, который решительно продвигается вперед и требует, чтобы демон передал ему свою силу. Теперь мы встречаемся в воспоминаниях Йоичи, который вспоминает, что вампира, убившего его сестру, зовут Малакус. И увидев, что его сестра мертва и пытается прикоснуться к ней, демон берет его за руку. Его форма и говорит ему, что он возрождает воспоминания. Маленький Йоичи спрашивает свою сестру, жива ли она, но демон отвечает, что нет. А затем настает очередь Шоу, который разговаривает со своей сестрой. Демон пытается сломить его эмоционально, говоря ему, что он всего лишь эгоистичный человек, который думает только о себе.
Шихоу понимает, что он демон, и тот отвечает ему, что это не простая галлюцинация, а воспоминания, скрытые в его сердце. Тем временем Гурьон наблюдает за молодыми людьми и думает, что по крайней мере одному из них это удастся после встречи с Чихоу. Затем мы переходим к иллюзии Прата, который снова встречается с Микой. Прата говорит демону перестать тратить свое время на подражание своей семье, и демон шокирован, поскольку Прата не заботится о своей семье. Однако Прата отвечает ему, что он знает игры разума демонов и требует их силы. Демон проявляется и нападает на Проту, сумев поймать его своей способностью, и спрашивает его, верит ли он, что победив демона низкого уровня, он сможет противостоять такому демону, как она, угрожая убить его. Играйте со своим сердцем по своему усмотрению, но Прота не возражает и продолжает требовать своей власти. Демон спрашивает, для чего ему нужна его сила. Прота отвечает, что хочет, чтобы она отомстила за его семью, и демон соглашается дать ему бесконечную силу, но предупреждает его, что этого будет недостаточно. Принимая форму Акане, говорит ей, что она должна отдать свою жизнь мести и пытается заставить ее почувствовать себя виноватой за то, что бросила свою семью. Он также говорит ей, что она должна отказаться от любви и не должна заменять свою старую семью новыми друзьями, забывая о них. Прота требует, чтобы демон заткнулся, но не сделав этого, приходит в ярость и решительно требует от него своей силы, чтобы защитить тех, кто ему не безразличен. В конце концов демон принимает Проту, но только до тех пор, пока его сердце остается сильным. Если бы он начал сомневаться, демон взял бы под свой контроль его тело, а затем представился как Сурамару. И перед увольнением Проте открывается, что он не совсем человек, по крайней мере 10-я его часть нет, хотя Прота не понимает, что он имеет в виду. Сумару раскрывает свою форму и скрепляет сделку. Проснувшись, Прота получает насмешки от Шиу за то, что он так долго медлит. Юйши расспрашивает о Йоши, но ему сообщают, что он еще не проснулся. Тем временем в иллюзии Йоши продолжает разговаривать с демоном, который спрашивает его, хочет ли он его силы, поскольку его сердце не обнаружило никакого желания отомстить. Оно нашло только добрые чувства и мысли, которые он ненавидит в людях. Демон требует, чтобы ты отдал ему свое тело, чтобы отомстить за свою сестру, поскольку у него нет на это воли, и он нападает на него. Когда он видит очень напуганного Йоши, демон говорит ему, что он не пригоден для того, чтобы владеть им. Ему удается захватить его тело и проснуться. Гурьон расстроен ситуацией, но рад, что одержал 2 победы из 3 возможных, а затем поручает мальчикам их первую миссию с членами команды. Из компании. Вы должны победить демона-пожирателя. Демон-пожиратель сначала атакует Гурина, но безуспешно, поэтому позже он решает атаковать Прота и Шихоу, но он также не может причинить им вреда. Прота советуется с Гурьоном о том, что им на самом деле следует делать, поскольку он не хочет убивать своего товарища. Однако Гурьон говорит ему положить конец его страданиям, что он больше не его товарищ и что он просто демон. Прота снова отказывается, но Гурьон требует, чтобы он выполнял его приказы, и что если они хотят умереть, он не вмешается и говорит им, что если они хотят умереть, то он не вмешается и говорит им, что если они хотят умереть, то он должен умереть. Остается немного гордости за то, что вы, как солдат, должны победить демона. Мальчики решают вступить в схватку с демоном, и им удалось обезоружить его, поэтому они ослабляют бдительность. Но прежде чем Гурьон предупреждает их, демону удается атаковать Прота, но Шихоу использует свой шанс прикончить его, хотя и сдерживается, чтобы не убить Йоши. Демон насмехается над ними за то, что он не может их убить, в то время как они пытаются заставить Йоши не сдаваться и сражаться с ними. Дьявол. Шиноо пытается заставить Гурина вмешаться, поскольку мальчики не готовы убить своего партнера, и Гурьон понимает, что Шиноо испытывает чувства к этим людям ребята. И она приказывает ей вмешаться, чтобы избавить вас от угрызений совести, но Шиноо не может этого сделать. Прота все еще пытается заставить Йоши драться, но это невозможно. Но прежде чем демон собирается атаковать, Юйши сдается и просит убить его, так как он не собирается убивать друга. Но прежде чем он нападет, Гурьон ругает Йоши, чтобы он защитил свою семью и перестал прятаться. И это приводит к тому, что Йоши просыпается после внутренней борьбы, и первое, что он делает, это бежит обнимать Прота. Внезапно Гурьон сильно пинает Прота за то, что он так долго ждал, заставляя его упасть на землю. А что если Наа спросит Гурина, знал ли он, что должно было произойти, и посмеется, сказав, что ему тоже не безразличны мальчики. Гурьон говорит ему, что Йоши талантлив, и призывает его следовать своей воле, чтобы защитить своих друзей, должно быть, забыв о своей бессмысленной мести. То же самое должен сделать и Прота, помимо того, что он забыл свою бывшую семью. И теперь он должен рисковать своей жизнью ради своей новой семьи, поскольку в прошлом больше ничего нет. Наконец Гурьон сообщает им, что их отправят на поле битвы в Кансай, так как есть вампиры, которые хотят завоевать Синдзюку. Затем мы пересаживаемся на самолет, полный вампиров, включая Мику, который направляется в город Синдзюку. Ночью Прота спит, однако его мучает сон, в котором Мика требует, чтобы он его бросил. Прота просыпается и испытывает радость от начала дня, которого он так долго ждал, поскольку пришло время убивать вампиров.
Затем Прота едет в метро вместе с Шиноа, которая сопровождала его в тот день. И во время поездки она отдает ему распоряжение на день. Но Прота единственное, чего он хочет, это убить вампиров. Его забота начать со своей мести. Шиноа пытается сказать ему, что сначала они должны укрепить оборону, а Прота жалуется, что сначала должен сделать это в Синдзюку. Молодые люди достигают охраняемых ворот, которые выведут их за городские стены. Когда они прибывают, охранники удивляются, увидев нескольких детей, которые были частью спецназа. Проходя через дверь, они слышат, как кто-то жалуется Гурену на то, что не хочет, чтобы ему выделили группу новичков, и решают выяснить, кто он. Но по пути они встречают Йоши Шихоу, который был там с раннего возраста. Потом мы слышим, на что на самом деле жалуется девушка с Гурёном. Она хотела быть лидером из-за своего опыта, но эту роль будет играть Шиноа Раги. Шиноу, увидев девушку, приветствует ее как Мицубу, которая явно злится на нее. Мицуба бросается на Шиноа, чтобы начать битву, но в этот момент Гурён прерывает и угрожает отправить их в темницу, если они будут продолжать в том же духе. Затем Гурён сообщает мальчикам, что он отправится другим маршрутом в Синдзюку, но перед этим он знакомит их со своим новым спутником по имени Мицуба Сангу. Он объясняет, что команды в компании должны состоять из 5 человек, иначе им будет угрожать вооруженный вампир. Он также требует, чтобы они действовали в команде, когда сталкиваются с угрозой, хотя Прота кажется ему не совсем понятен, и поэтому Мицуба наносит ему удар. Но Прота останавливает его, а затем заставляет действовать в одиночку. Гурён поручает вам вашу миссию. Ты должен отправиться в Марадзюку, чтобы освободить людей от поселения вампиров, которых они используют, чтобы пить их кровь, а затем они смогут отправиться в путь без Дзюку. По дороге в Харадзюку Йоши не может поверить, насколько разрушен мир, и спроси мальчиков, охраняли ли они эти стены раньше, побеждая вампиров, которых они использовали, чтобы убить. Всадники Апокалипсиса. Тем временем Мицуха прерывает, говоря, что всадники Апокалипсиса теперь намного сильнее, так как они так далеко от стены. Они наконец прибывают в Харадзюку, и первое, что они видят, это девушка, убегающая от всадника Апокалипсиса. Прота пытается спасти ее, но Мицуба останавливает его и приказывает не нарушать строй, так как это может быть ловушкой. Ю приходит в ярость, говорит ему тогда отступить, так как он уйдет, чтобы спасти ее в одиночку. Прота начинает бежать, чтобы спасти девочку, и Мицува идет за ним, а остальные мальчики пытаются ей помочь. Но Шино автоматически останавливает их, так как она чувствует присутствие вампиров, которые преследуют ее. Они подходят и говорят, что использовали девочку как приманку. Прота спасает девочку как раз вовремя, и Мицуха добивает всадника Апокалипсиса, заставляя вампиров раскрыться и атаковать. Ю противостоит 3 вампирам, и когда им удается немного ранить его, Прота, попав в беду, заимствует силу у Асурамару, и это шокирует вампиров. А затем Мицуо предупреждает Проту, что он вот-вот подвергнется нападению со стороны всадника Апокалипсиса, который не умер, но Шинхо он защищает его. А Йоши, в свою очередь, защищает Шинхо, чтобы в финале Мицуба прикончил монстра. Мы заметили, что вампиры хотят отступить и вызвать подкрепление, потому что мальчики являются частью сил уничтожения вампиров. Но Прота неожиданно нападает на них. И все же Мицу приказывает Проте отступить. Прежде чем это произойдет, вампиры насмехаются, говоря, что они не отпустят скот, и это очень злит Ю, который собирается атаковать, но получает приказ от Шиноа, что они должны отступить, поскольку находятся на вражеской территории. Ночью Мицуба бьет и ругает Прота за то, что он поставил под угрозу всю команду своим плохим поведением. Ю признает свою ошибку, но говорит, что не сожалеет об этом. Если это заставит ее почувствовать себя лучше, она может бить его сколько угодно. Она говорит ему, что ненавидит таких людей, как он, поскольку они несут его команде гибель. Затем они отдают девочку в армию, чтобы она была в безопасности. Наконец Шиноа говорит Проте, что Мицу такая, но пусть он относится к ней хорошо, поскольку у нее бурное прошлое. Ниже мы видим, как девушки принимают ванну, в то время как Мицу жалуется на Проту, и Шуа говорит ему, что в конечном итоге они влюбятся. Но также Шуа спрашивает его, ненавидит ли он Проту из-за этого. Это напоминает вам о том, какими они были в прошлом. Мицу помнит, как из-за разглашения информации погиб один из ее товарищей. Хотя если Наа попытается освободить ее от своей вины, она все равно разозлится. И впоследствии мы наблюдаем, как девушка рассказывает им, что вампиры на станции общаются, поэтому на следующий день они отправляются туда, чтобы спасти людей. По дороге Мицу говорит, что им не следует беспокоиться о гражданских лицах, и что в случае, если вампиры вооружены, они должны бежать. Но это не нравится Ю, так как он хочет убивать вампиров. По прибытии к воротам станции Шиноо говорит им, что надеется, что они смогут выполнить миссию без потерь в команде, поэтому они не должны действовать импульсивно. Лидер Шиноо начинает объяснять им план. На станции есть 7 вампиров, которые, надеюсь, все будут спать. Однако вы должны держаться вместе, защищать друг друга и не разглашать информацию. При входе вы сталкиваетесь с людьми, одетыми как домашний скот,
что вызывает в Проте воспоминания о прошлом. Мицуба берет на себя инициативу и указывает им, что они должны направиться на 3-й этаж, где находятся все вампиры. Пока они идут, Чиха находит странным, что люди не убегают, если вампиры отсутствуют. И Мицуба объясняет, что они остаются там для защиты, поскольку снаружи кишат монстрами. В этот момент появляется первый вампир. Мицуба приказывает приготовить ему оружие, но Прота выходит вперед и атакует вампира, пронзая его своим мечом и побеждая его, за что Мицуба ругает вампира. Но он утверждает, что это было неразумно, поскольку я ожидал всех приказов и воспользовался возможностью атаковать безоружного врага, а также спас Мицубу от внезапной атаки со спины. Прота приходит в восторг, когда сталкивается с вампирами и бросается в атаку, пока его враг насмехается над ним. Однако успевает победить его одним ударом, прежде чем он закончит говорить. Мицуба поражен силой Прота, и Шинхо замечает ему, что он все еще слабее его, и поэтому Прота предлагает им сразиться на дуэли в этот момент. Но Мицуха приказывает ему, пусть они перестанут заниматься ерундой. Они продолжают продвигаться по станции, но попадают в засаду своих врагов, так как осталось более 5 вампиров. Мицуха первой попалась в ловушку и понимает, что они использовали девочку в качестве приманки, чтобы дать им ложную информацию. Она приказывает своим товарищам отступить, но Прота отказывается бросить ее и пытается спасти. Пока они направляются к ней, остальные ее товарищи сражаются с вампирами. Проте удается добраться до Мицуи и спасти ее, разрубив пополам вампира, который держал ее в заложниках. А затем Ю говорит вампирам, что если они думают, что люди отвратительны, подожди, чтобы увидеть, как они будут побеждены этими людьми, готовыми отдать все, чтобы спасти своих близких. В центре боевого строя в окружении вампиров мальчики согласны, что смогут победить всех. Однако ждет приказа Мицубы атаковать. Им, наконец, удается спасти всех, и в спасательном лагере девушка подходит к Проте, чтобы извиниться за то, что она сделала раньше, пока она плачет. Прота успокаивает ее, говоря, что она просто хотела защитить свою семью и друзей, и что она поступила правильно. Пока Мицуба наблюдает за этой ситуацией, Шиноха насмехается над ней, намекая, что она влюбилась в Прота после того, как ее спасли. Мицуба отвечает, что не понимает, почему Ю ведет себя таким образом. Шиноха говорит ему, что это потому, что Ю был взят в плен, когда он был маленьким, а затем Мицуба подходит к Проте, чтобы рассказать ему свою историю. Но он говорит ей, что она не должна копаться в его прошлом. Все же она говорит ему, что с ее точки зрения Прота не сделал ничего плохого. Явно опечаленный, говорит ей, что возможно нет, но что он оставил свою семью, чтобы спастись, и что это никогда не изменится. Перед тем, как уйти, Мицуха пытается поблагодарить Прота за то, что он сделал, но у нее это не получается, и она злится. С высоты за ними всеми наблюдает женщина. На следующий день Прота взволнован, увидев, что Шинхо знает, как завести брошенную машину, поэтому он просит его позволить ему немного покататься на ней. Шинхо говорит ему, что он не умеет водить машину, но Прота настаивает, что это ненадолго, но получает отказ от Шихоу, который говорит ему, что он не умеет водить машину, который говорит ему, что потом он научит его водить машину, а затем мальчики собираются вместе на обед, пока Шихоу рассказывает ему, что ему удалось завести машину. Однако Прота не слушает, что говорит Шихоу, и угоняет машину. Чуть не сбив его после аварии, Прота просит Шихоу сесть в машину и заявляет, что отвезет его в Синдзюку, что вызывает гнев Шихоу, в то время как остальные мальчики наблюдают издалека. Шиноа говорит им сесть в мобильный Чиноа, чтобы узнать дорогу в Синдзюку, и хотя все они хотели сесть за руль, в конце концов, после насмешек над ростом Шиноа, Шинхо берет на себя управление автомобилем. Идя вперед, они слышат шум и думают, что это всадники апокалипсиса, поэтому им не о чем беспокоиться. Однако Мицуба сообщает им, что это шумы, доносящиеся из города, и если он не прикажет им быть начеку. Поэтому, свернув за угол, они достигают стены Синдзюку, и города полностью разрушены. Прямо перед собой они видят дворянина, идущего в их направлении, и поэтому Прота приказывает им не останавливать машину и не сбивать ее. Однако вампир останавливает машину одной рукой и активирует свой меч, чтобы отразить атаки. Шиноа беспокоится о своей силе и инструктирует мальчиков быть очень осторожными, поскольку она владеет оружием высокого ранга. Но в этот момент вампир использует возможность атаковать Шиноа, хотя Проте удается спасти ее как раз вовремя. Шиноа думает, что для того, чтобы победить его, им нужно отправить Прота и Шино сразиться с ними 1 на 1, в то время как остальные их поддерживают. Однако в качестве поддержки появляются 2 вампира, поэтому Ю предлагает отступить. Шиноа говорит ему, что это невозможно, и поэтому они должны использовать всю свою демоническую силу для атаки, и даже в этом случае они могут умереть. И Прота улыбается, обещая, что никому не позволит умереть, что для этого у него есть сила Азурамару. А затем один из помощников спрашивает лорда Кроули, что он здесь делает, и сообщает ему, что Ферит просит его на переднем крае битвы, и чтобы не заставлять его ждать, приказывает мальчикам позволить ему сбежать. Шиноа с облегчением вздыхает, когда уходит, но Прота полон ярости из-за ужасной разницы в силе между ними.
Шиноа говорит ему, что если он выучит несколько заклинаний, эта разница значительно уменьшится, и Прата требует, чтобы он научил ее им. Но она автоматически отказывается, так как это означало бы, что она не сможет их использовать. Только он один будет сражаться лицом к лицу с вампирами, в то время как остальные все умрут. Вместо этого он призывает их работать в команде, хотя он рад, что Прата предложил уйти. Затем мы переходим к обороне Синдзюку, где армия пытается отбиться от вертолетов, полных вампиров, и им удается сбить несколько вертолетов. Им приказывают дождаться 4-й волны и что они должны держаться как можно дольше, так как Синдзюку не будет сопротивляться. Но затем они видят самолет, который летит прямо на них, не подозревая, что он начинен взрывчаткой. И таким образом вампирам удается проникнуть за городские стены. А потом мы наблюдаем, как мальчики прибывают в город, и они видят весь хаос внутри из-за падения восточной стены. Внезапно появляются 2 вертолета и атакуют их позицию ракетами, но им удается спастись. Йоичи, увидев, что их сбивают стрелами, спрашивает, есть ли у остальной армии демоническое оружие, но девушки сообщают ему, что это руническое оружие, и что они похожи на демоническое, но упрощены. Прата видит, что вертолет направляется к его позиции, чтобы снова атаковать его, и ему снова удается укрыться. Из того же места спускаются сотни вампиров, поэтому они вместе с армией готовятся к бою. После ожесточенной битвы, в которой мальчики работали в команде, им удается победить всех вампиров. За что капрал Нагаи благодарит их за помощь и выражает надежду, узнав, что они из компании от лунного демона. Пока мальчики рассматривают всю ситуацию и приходят к выводу, что это серьезнее, чем им сообщили, капрал сообщает им, что вампиры прорвались через западную стену, поэтому ему нужна ваша помощь в борьбе с ними. Прата отвечает ему, что именно для этого они сюда приехали, и капрал переводит их в западную зону боевых действий. С высоты здания Гурен замечает, что у них дела идут не очень хорошо, и вы хотите знать, кто здесь главный. Удается увидеть Микаэлу рядом с Феритом, которому удалось обнаружить его с высоты. Очень далеко. Но Саджури говорит ему перестать тратить свое время, и Гурен отвечает, что он делает это, чтобы иметь наблюдательные посты, так как вампиры наверняка пришлют кого-нибудь, чтобы сделать то же самое. И в этот момент вампир пытается напасть на Саюри со спины. Но Мито прибывает как раз вовремя и побеждает вампира, а затем прибывает весь отряд Гурена. Гурен спрашивает Шигури, как поживают Прата и остальные мальчики, и она сообщает ему, что они уже прибыли в город. Гурен инструктирует свою группу, что они должны победить вражеского командира, чтобы таким образом склонить чашу весов на их сторону. И впоследствии мы видим Ферита, который спрашивает Мику, испытывает ли он ностальгию по повторному посещению Токио, а затем спрашивает его, не хочет ли он пить, так как он должен воспользоваться этим поле битвы, чтобы пить кровь. Ферит напоминает ему обо всем, что случилось с его семьей, и Мика злится на себя за то, что не смог защитить свою семью. И теперь мы переносимся на 4 года в прошлое, где Крю заставляет его и Мику пить кровь, чтобы обрести силу и вечную молодость. Но он отказывается, предпочитая умереть, чем стать вампиром. И Крю говорит ему, что для этого уже поздно, что если он сейчас умрет, он будет просто глупым демоном. И Мика продолжает отказываться из-за того, что Кве предлагает ему выпить крови, а он отказывается, но не может долго сопротивляться и начинает пить его кровь. Круз становится счастливым, так как теперь Мика будет его собачкой на всю вечность, а вернувшись в настоящее, Мика возьмет с собой кровь Круза только на 10 дней. Поэтому она должна как можно скорее найти Прата. Пока идет дождь, мы наблюдаем, как Нагай сообщает мальчикам, что через 15 минут они достигнут линии обороны. Поэтому Шиноу говорит мальчикам, что они начнут со своего первого тренировочного урока, поскольку, по словам Мицу, в их нынешнем состоянии они будут бесполезны на передовой. Поэтому они должны принимать некоторые таблетки, которые они дают военным для укрепления их сил и демонической синхронизации, достигая увеличения на 1.5. От их силы, если они возьмут одну, а если их будет 2, это будет 1 балл 8. И Прата взволнован, потому что, если он возьмет много, он будет очень сильным. Но Шино Али предупреждает, что если он сделает это, то при приеме более 3 его внутренние органы разжижатся, и девочки добавляют друг другу, что эффект продлится всего 15 минут. И требуется 10 секунд, чтобы подействовать, после чего он останется незащищенным. И, наконец, Прата спрашивает, сможет ли он с помощью этого получить максимальную мощь своего демонического оружия. Но Шино отвечает ему, что нет, что он достигает этого, изучая и практикуясь, только сейчас на это нет времени. И прежде чем они доберутся до места назначения, на них нападают, и Прата видит, что капрал ранен, поэтому бежит его спасать. Мальчики работают вместе, чтобы спасти, но все же вертолет выпустил ракеты, в результате чего Прата и Шиноа вместе с капралом упали в туннель метро. Пока ты предлагаешь план помощи капралу, они слышат голос Шинхо с другой стороны камней, который говорит ему, что они тоже упали в туннель. Однако у них есть выход. Прата приказывает ему добраться до выхода, в то время как он и Шиноа ищут выход. На поверхности Гурюан готовится встретиться с Микой.
Ферит подходит к Мике, оплакивая жертвы, вызванные атакой Гурина, и комментирует ему, что люди используют его лучших бойцов, отмечая, что Гур принадлежит к уничтожающей вампиров силе компании лунных демонов, и приказывает своим подчиненным атаковать армию во главе с Гурёном. Тем временем Гурён призывает силу своего меча по имени Махиру, а не я, и говорит им подождать, пока они насладятся своим последним ужином, мотивируя своих людей тем, что если они выиграют эту битву, они выиграют войну. Ниже мы смотрим на воспоминания Ю, где он и Мика встречаются за чтением. Мика спрашивает его, что бы он сделал, если бы смог сбежать из города, но Прата отвечает ему, что внешний мир полностью мертв. Однако Мика говорит ему представить ситуацию, в которой они могли бы сбежать и жить на улице, если бы заразились вирусом. Прата думает, что это было бы здорово, и Мика говорит ему, что тогда он должен приложить больше усилий, прежде чем уйти. И хотя Ю не понимает, что он имеет в виду, в настоящем он понимает, что был неправ, поскольку внешний мир — это не рай. Шиноо подходит к Проте, чтобы сообщить ему, что Капрал в безопасности и что Гурён послал им новые приказы. Гурён обнаруживает, что сражается с основными силами вампиров на пересечении 5-й улицы Синдзюку на западе, и просит их присоединиться к нему. И говорит ему, что если бы он был в безопасности, он был бы в безопасности. Победив вампиров, они выиграют битву. Шиноо отвечает, что, возможно, вампиры думают так же и считают победу над подполковником уже победой, поэтому он предлагает поспешить, чтобы встретиться с остальными на линиях обороны. Попутно слушая, как раненые солдаты выражают свою неуверенность в силах уничтожения и просят большой помощи, поскольку они всего лишь дети и верят, что скоро будут побеждены. Прата подходит, чтобы спросить, где они находятся, чтобы помочь своим друзьям, и солдат сообщает ему, что они находятся в центральном парке Синдзюку. Ю говорит Шиноо, что он и она позаботятся об этом и что они должны отправить взводы на линию обороны. Шиноо пытается остановить Прата, поскольку он не должен руководствоваться своей позицией в отношении того, кто и где его друзья, и его приоритетом должно быть усиление Гурина, поскольку они единственные, кто может ему помочь. Прата игнорирует ее и продолжает идти в направлении Центрального парка. На линии обороны Гурён и его товарищи сражаются с многочисленными вампирами, и Гурён жалуется, что врагов становится все больше и больше. Саюри предлагает, чтобы она и Мито прикрыли их, чтобы он мог атаковать командира вампиров. А тем временем Ферит комментирует, что все было бы интереснее, если бы Кроули прибыл вовремя, приказывая Лакусу и Рине отвлечь всех людей, кроме Гурина, и говорит Мике, что он время показать свою силу, пока вы готовитесь вместе атаковать Гурён. Однако Мика говорит ему, что он справится один с высокомерным человеком, который напал на него со своим мечом. Вернувшись с Протой, мы видим, как Шиноо решает пойти с ним, и он благодарит его. И когда они прибывают в Центральный парк, он видит, что его товарищи побеждают вампиров, но они уже полностью истощены. Шинхо после спасения Йоши замечает, что он и представить себе не мог, что сражаться без Прота и Шиноо будет так сложно. Пока они сражаются, вампир атакует Шинхо со спины, но Ю прибывает вовремя, чтобы спасти его, и спрашивает, где остальные враги, но разочарован, узнав, что он уже спасен. Убили последнего. Шинхо подходит к Проту и отчитывает его за невыполнение плана перегруппировки в линию обороны, и Прота извиняется, но говорит ему, что если на следующий день они столкнутся с такой же ситуацией, он придет снова, поскольку дело не только в доверии, но и в том, чтобы делать это каждый раз, когда они сталкиваются с той же ситуацией. Пусть они будут необходимы. И это вызывает насмешки со стороны его сверстников за то, что он упрям. И в конце концов вся группа направляется к линиям обороны. В битве ситуация остается равной, в то время как Гурён сражается с Микой, но они оба очень сильны и не могут воспользоваться преимуществом. Курин пытается всадить взрывчатку в лоб Мики, но тот уклоняется от нее, так как взрыв происходит медленно, а древние заклинания Гурина не действуют на врагов. Вампиры. Появляется Ферит, чтобы похвалить Мику, и предупреждает его, чтобы он перестал быть таким высокомерным, иначе он умрет. Поэтому он автоматически предлагает ему свою помощь. Но Мика отказывается, заявляя, что он не проиграет. Однако Мика не осознает, что находится в ловушке, устроенной Сигури, а затем Гурён приказывает своей команде начать совместные атаки. И автоматически Сигури и Йоши атакуют, но у них ничего не получается. И когда Гурён собирается убить Мику, Ферит спасает его в последний момент и говорит ему, что теперь он ему должен. Гурён увольняется после удара Ферита и жалуется, что у него слишком много власти. Ферит предлагает Мике поработать вместе, но тот отказывается, так как теперь он знает ходы своего врага. Мика готовит свой меч и готовится атаковать, поэтому Гурён решает принять вторую таблетку силы, в то время как ее товарищи советуют ей не делать этого, потому что она умрет.
Гурьон просит Мику, если он настоящий джентльмен, дать ему 20 секунд, чтобы принять лекарство. Однако Мика прямо нападает на него и предупреждает, чтобы он перестал сдерживаться, угрожая убить его. Незадолго до того, как Мика убивает Гурина, мальчики прибывают на место, но недостаточно быстры, и Мика пронзает Гурина своим мечом. И это вызывает ярость Проты, который не может видеть лица того, кто ранил Гурина, и пронзает его своим мечом, вызывая смерть. Мика и Юширу удивились, увидев друг друга лицом к лицу. Никто из мальчиков не может поверить в то, что происходит, и Гурьон кричит Проту, чтобы тот активировал свой меч и прикончил Мику. Поскольку Прота этого не делает, Гурьон встает и пытается сделать то же самое, но безуспешно. И сильно раненый, Гурьон встает, используя те немногие силы, которые у него остались, и бьет Прота за то, что он бездействовал. Ю все еще не понимает, что происходит, и он в шоке. Гурьон предупреждает его, чтобы он не терял бдительности, а другие мальчики спрашивают его, почему он не убил врага. Прота признается ему, что это был Мика, кто-то из его семьи, и продолжает проверять, действительно ли он его брат. Мальчики очень взволнованы их воссоединением, хотя и с разных сторон, поэтому Ферит насмехается над ними и расстраивает Мику, которая добилась их долгожданного воссоединения. Из-за того, что Мика, который добился их долгожданного воссоединения, не хочет, чтобы они воссоединились. Который спрашивает его, что он собирается делать сейчас. Под влиянием Ферита Мика говорит, что спасет Прота от жадных людей, которые его используют. Однако Ферит говорит ему, что если он останется человеком, он не сможет сосуществовать, и предлагает, чтобы Жестокий тоже преобразовал его. Мика категорически возражает и угрожает Фериту смертью, если он приблизится к Проте. Ферит соглашается, но предлагает помочь, отвлекая остальных людей. Тем временем Мика наблюдает за Протой и сожалеет, что его друзья-люди используют его только в своих интересах из-за его доброй воли. В конце концов Ферит приказывает начать битву, убив всех, кроме Ю. И в этот момент Кроули присоединяется к битве, и теперь Ферит предлагает не убивать его, а захватить их в качестве скота для пропитания в операции под названием «Приручение». Увидев, что прибыл еще один дворянин, Гурьон приказывает вывести все войска, однако Прота отказывается уходить и оставляет там свою семью. Гурьон спрашивает его, хочет ли он, чтобы все остались умирать. Прота понимает это и начинает отступление, планируя удерживать строй, пока не достигнет второй оборонительной линии, но Ферит останавливает их, заставляя Ю впасть в состояние гнева и начать бесконтрольную атаку. Гурьон пытается спасти его, но снова ранен. А затем Мито пытается бежать, чтобы помочь Гурьону, но их останавливает вампир. Мито предлагает убить всех, но Йоши говорит, что это будет не так просто. Пока мальчики продолжают сражаться с вампирами, Йоши удается увидеть убийцу своей сестры, и Кроули прерывает Хэппи, чтобы снова найти его, и обещает не оставлять его в покое. А потом мы видим, как Ферит собирается победить Гурина, но Прота бежит ему на помощь. Однако Ферит уклоняется от него, садясь ему на спину, угрожая попробовать его кровь, поэтому Мика автоматически отрубает ему руку. И Мика предлагает Протону оставить все позади и бежать вместе. Но Прота отказывается и ругает его за то, что он был рядом с Феритом, но Мика берет Проту на руки и уносит его очень далеко, полностью приводя Ю в ярость. И когда Ю удается высвободиться из его объятий, она противостоит ему, чтобы узнать, почему, по ее словам, люди используют его, а затем понимает, что Мика больше не человек, и считает, что это все его вина, но Мика говорит ему, что он ни в чем не виноват и просит ее уйти с ним. Ю отказывается, потому что не хочет бросать своих друзей, а потом видит, что Шиноа вот-вот потерпит поражение. Прота хочет помочь ей, но Мика останавливает его и говорит, что эти люди больше ничего не значат. Но Ю продолжает наблюдать, как его друзей кусают вампиры, что приводит его в состояние отчаяния. И хотя его друзья просят его сбежать, Прота входит в состояние транса, в котором он встречает Асурамару и спрашивает его, пытается ли он взять под свой контроль его тело. Но она говорит ему, что ничего не делает и просто боится его, поэтому просит его последовать совету Мики, поскольку люди что-то с ним сделали. Затем с небес раздаются звуки труб и появляются ангелы, указывая на то, что Прота потерял свою человечность и выпустил на волю внутреннего монстра, который находится внутри него. Из Ю появляется огромное количество демонической силы, наделяющей его огромной силой. Каждый нанесенный им удар вызывает кровопролитие и разрушает все вокруг. Благодаря этой силе догоняет Кроули, и ему удается загнать его в угол, пока Мика пытается его остановить. Но Кроули обращается к Фериту, который расспрашивает Гурина о новой силе и иронично подтверждает, что это эксперимент. А затем Прота направляется убить Шиноа, поскольку он не контролирует свое тело. Поэтому Гурьон говорит Шиноа найти способ заставить его вернуться в Да. И как раз в тот момент, когда Прота собирается убить Шиноа, Мика оказывается посередине и получает удар меча от Проты. Но Ю, кажется, не реагирует и продолжает свою миссию убить всех.
Тем временем Гурьон приказывает Шиноо что-то сделать, иначе они все умрут. И именно поэтому Шиноо бросается на Прата и обнимает его, умоляя его автоматически остановиться. И внезапно Прата, кажется, приходит в сознание и в конце концов теряет сознание. Гурьон смеется над Феритом и говорит ему, что это было его уловкой, хотя Ферит говорит ему, как жаль, что он ничего не сделал. Но Гурьон отвечает, что ему просто нужно выиграть время, чтобы Синдзи Ираги смог автоматически занять позицию и чтобы вся армия Ираги прибыла очень скоро, чтобы они могли взять ситуацию под контроль. И теперь мы видим, как Шиноо спускается с лестницы, вспоминая, что в конце битвы он хотел посоветоваться с Гурьоном по поводу того, что произошло. Однако он сказал ей, что его не интересует то, о чем он хотел спросить, и что к нему нельзя подходить, пытаясь что-то выяснить. Шиноо в конце концов прибывает в запретную зону, где она утверждает, что является членом армейских сил по уничтожению вампиров. И несмотря на это, охранник отказывает ей в проходе, поскольку войти могут только те, кто имеет ранг выше командующего. Шиноо спрашивает, что это за место, и страж автоматически говорит ему, что это секрет. Но другой страж сообщает ему, что это лаборатория для экспериментов с вампирами, чтобы найти их слабые места. Шиноо настаивает на том, чтобы пройти, но не дав ему пройти, показывает идентификационный символ своей семьи, который позволяет ему войти. Проходя через дверь, он находит высокотехнологичную лабораторию и понимает, что Гурьон направляет его к тому, кого он не видел уже 5 дней. И поэтому она противостоит ему и спрашивает, считает ли она, что поступила правильно с Протоном, поскольку он еще не проснулся. И кроме того, она спрашивает его, правильно ли он поступил с Протоном, поскольку он еще не проснулся. И кроме того, задает ему вопросы о его планах с Ю, поскольку он давал ей разные таблетки на основе ее рекомендаций. Шиноо считает, что из-за этих кошмаров Ю потерял контроль, но Гурьон начинает задавать себе экзистенциальные вопросы о том, что человечество должно сделать, чтобы выжить. И спрашивает его, что бы случилось, если бы его сестра Хайру Ираги не изобрела демоническое оружие. Наконец Гурьон говорит ему, чтобы он не приходил со своими проблемами идеализма жаловаться. И насмехается над тем, что Шиноо влюблена в Прата, предлагая ему вернуться домой, поскольку он не консультант по вопросам любви. Но прежде чем Шиноо уйдет, Гурьон сообщает ему, что действие таблеток закончится через 5 дней, поэтому он должен зайти и предупредить Прата. И именно поэтому Шиноо навещает Прата в лазарете, ожидая его пробуждения. Она также задается вопросом, действительно ли она влюблена, а затем мы переходим к воспоминаниям о Мике, которая все еще хочет спасти Ю. Однако Ферит останавливает его, говоря ему, что это невозможно, поскольку люди поймали его на лжи. Ферит продолжает расспрашивать Мику о том, кто он такой, поскольку он ненавидит как людей, так и вампиров. Поэтому Мика пытается снова ударить Ферита. Но тот останавливает его, говоря ему, что он уже достаточно повеселился и они оба в конечном итоге убегут. Ниже мы видим, как Мика выходит из капсулы для детоксикации, и он думает, что впервые плачет с тех пор, как стал вампиром. Тем временем в раздевалках остальные вампиры жалуются, что хотя они сражались с людьми, те дали ему много сражений. Но Мика игнорирует их и во время разговора слышит, что в Высшем Совете они очень обеспокоены, потому что люди проводят запрещенные исследования, которые могут разрушить мир. И упоминается расследование существа, в конце концов, которого они, очевидно, должны были вернуть из Синдзюку. Поэтому позже они спрашивают Мику, знает ли он что-нибудь об этом, поскольку она знала его раньше, ссылаясь на Прата. И они также спрашивают его, кем он себя считает. Но если он не захочет отвечать, они заставят его говорить по-другому. И Мика отворачивается, говоря, что он просто уродливый вампир, оставляя других вампиров в замешательстве. Затем Мике сообщают, что он должен предстать перед жестоким. Ночью мы видим, как Прата наконец просыпается и обнаруживает, что Йоши спит рядом с ним, и будет его, чтобы спросить, что произошло. Но Йоши, увидев это, будет взволнован и говорит ему, что он должен предупредить остальных. Но перед отъездом Йоши сообщает ему, что все в порядке и что он провел неделю в коме, что облегчает Прата. Но он начинает плакать, так как понимает, что Мика все еще жив, и то, что он видел, было не просто сном. А затем Шиноо выглядывает в дверь, насмешливо спрашивая, не та ли это комната плачущего, но говорит ему, что это понятно, так как она обнаружила, что это был сон, что Мика все еще жив. Однако Прата говорит ему, что он почти ничего не помнит из того, что произошло, и Шуа рассказывает ему, что все они чуть не погибли, когда он потерял сознание. Но подкрепление прибыло как раз вовремя. Крета и Сингайраги, которым удалось убить обычных вампиров и захватить пленных, но благородным удалось сбежать. Ю спрашивает, что случилось с Микой и Шиноо. Он говорит ему, что его забрали вампиры, а затем говорит ему, не пытайтесь сбежать из больницы, чтобы отправиться в столицу вампиров. На что Ю обещает, что не собирается этого делать. Прата поблагодарил Шиноо за ее заботу, но замечает ее рану и берет ее за шею рукой, что заставляет Шиноо нервничать, которая едва успевает ответить, что с ней все в порядке. И в этот момент Мицу входит в комнату и видит, что мальчики в странной ситуации ругаются и кричат Шиноо за то, что она делает.
Однако она объясняет ему ситуацию, успокаивая Мицу, но Прата, увидев, что Мицу тоже укусили, беспокоится о ней, что тоже заставляет его нервничать. Синхо и Йоши тоже прибывают, и Синхо ругает Мицу за то, что она кричала в больнице. Наконец, Прата извиняется за то, что побеспокоил всех, и благодарит их за то, что они его друзья. Но мальчики начинают насмехаться над ним из-за того, что не могут поверить в то, что слышат, и говорят ему, что извиняются за то, что не смогли спасти Мику немедленно, так как им было поручено отдохнуть, но он не может этого сделать. Прата говорит ему, что все в порядке и что сейчас в этом нет необходимости. Пока они разговаривают, мы наблюдаем за тем, что делает каждый из ключевых игроков в этой войне. А в конце Прата смотрит в окно, благодарит за то, что ему так повезло, и обещает спасти Мику. Но Мика в столице вампиров, в свою очередь, обещает спасти Ю. Наконец-то мы видим, как Ферит презирает как людей, так и вампиров, в то время как он передает свои исследования кому-то таинственному. И на этом первый сезон в значительной степени заканчивается, так что не забудьте оставить свой лайк и комментарий, так как я всегда читаю их всех, и не говоря уже о том, что следите за вторым сезоном. Начинается новый день, и мы наблюдаем, как Шиноа сражается с Гуреном. Используя свою демоническую силу в полной мере, ей удается уклониться от его атак и зайти сзади. Гурен говорит, что если она хочет убить его, она должна это сделать, и что он не против умереть перед ней. Но Шиноа, прежде чем что-то сделать, спрашивает ее, не потому ли она убила свою сестру Мариу, которая так его любила. Гурен говорит ей, что именно так он убил ее, но Шиноа спрашивает его, продолжает ли его сестра жить в его мече. И действительно ли Гурен одержим она, и поэтому использует Юй из-за своих приказов. А потом Шиноа перестает угрожать Гурену и просит его, если он не хочет делать добро Протону, пожалуйста, оставьте его в покое. Гурен не дает ему конкретного ответа, но намекает, что его сестра, если она может жить на его мече. Затем молодая женщина идет по коридору, пока не достигает библиотеки, где Эль Прата сидит за чтением книг. А Эль Прата жалуется на усталость и ненадолго закрывает глаза момент, открывая их, если его нет рядом с ней. И она ругает его за то, что он все еще здесь, так как он должен отдыхать. Юлия говорит, что он уже устал так много отдыхать, а также спрашивает, что происходит, так как он замечает, что она чем-то обеспокоена. Шиноа отвечает, что у него ничего нет, и берет с пола книгу, чтобы поиздеваться над Пратой за чтение извращенных книг. Но когда она перелистывает страницы, что-то привлекает ее внимание, что оставляет ее в шоке, и перед тем, как уйти, она говорит Проте, что если он вообще попытается вернуть Мику в человеческое обличие, и что она не сможет вернуться к жизни. У вас есть информация, которая, возможно, может вам помочь. Прата удивлен и просит вас, пожалуйста, рассказать ему эту информацию. Шиноа высмеивает его за то, что он такой послушный, но говорит ему, что человеку редко удается стать вампиром, поскольку только благородным разрешено превращать людей в вампиров. Поэтому Мика был выбран, и Прата думает, что это из-за Ферита, который выбрал его, чтобы обратить его. Хотя это и беспокоит его, он благодарен за то, что Мика все еще жива, а затем спрашивает Шиноа, знает ли она, как заставить вампира стать человеком. И она автоматически отвечает ему нет. Прата разочарован ответом, но в этот момент они слышат, что Прата должен отправиться в представительский зал, и он думает, что Гурин просит об этом. Но Шиноа поправляет его и сообщает, что, по-видимому, семья Хираги хочет его видеть, поэтому они рекомендуют ему поторопиться. И перед тем, как уйти, Прата вспоминает, что Шиноа тоже Хираги, поэтому он расспрашивает о семье. Она, высмеяв Проту, говорит ему, что в Хираги полно ужасных людей, и поэтому он должен быть очень осторожен. На выходе Прата встречает Гурина, который насмехается, потому что когда его вызывают из штаба, он идет быстро и бодро. Ю говорит ему не говорить о нем так, и Гурен начинает говорить, что он спас его, и что он научил его выживать. Так что если он чувствует себя обязанным, Ю говорит ему не говорить о нем так, и Гурен начинает говорить, что спас его, и что он научил его выживать. Так что если он чувствует себя обязанным с ним, пришло время платить, и поскольку это он не должен подчиняться Хираги. Прата, услышав это, расстраивается и говорит ему, что если бы это было так, он бы его не беспокоил. Так что ему ни о чем беспокоиться, поскольку он и не думает бросать или предавать своих товарищей. Прата уходит, и когда он направляется в представительский зал, они пересекают лифт с Мицубой, которому они также звонили, и, увидев ее и спросив, как у нее дела, она отвечает ему, что все в порядке, и просто что это было интервью по поводу его выступления против вампиров, а затем он говорит, что, может быть, она не против. «Делайте». Прата говорит ему, что это очень хорошо, но, по-видимому, его это не интересует. Но перед тем, как уйти, она грустно кричит ему, чтобы он что-то сказал, что он также знает, что она была не способна что-либо сделать в битве, а затем начинает плакать от разочарования, так как считает, что она очень слаба, но который вырастет благодаря своей фамилии Сангу. Эль Прата подходит к ней и говорит, что ей не о чем беспокоиться, а также говорит ей, что он только что понял, что в его команде есть две девушки с важной фамилией, поэтому он поздравляет ее с повышением и просит ее помочь ему с его семьей. Мицу признается Проте, что они тоже спрашивали об этом,
что они хотели выяснить, есть ли вероятность, что он был шпионом, и что она ответила, что это было бы невозможно, потому что он слишком глуп, чтобы кого-то обмануть. Прата благодарит тебя за то, что ты ему доверяешь, а затем уходит на лифте. Митчу на выходе обеспокоенно смотрит на здание штаба, но как раз подходит к Шиноа, спрашивая, в чем причина его беспокойства, и Митсу спрашивает его, что он здесь делает. Шиноа отвечает, что она просто гуляла, и спрашивает, не звонили ли ей, как и Проте. Митсу говорит ей, что да, и что ее повысили до особого статуса, но Шиноа насмехается над ней, говоря, что ее повысили по фамилии, поэтому девушка меняет свое имя на Альферис. Отношение ей говорит Шиноа, что из-за того, что она сделала, возможно, ее тоже повысят, но она отвечает, что не будет повышаться, что она отклонит все предложения, которые ей сделают. Митсу говорит ему, что благодаря тому, что он Хираги, он может делать все, что захочет. Шиноа говорит ему, что наоборот, похоже, что ее бросили, и пользуется возможностью, чтобы спросить, какую информацию она должна была раскрыть в обмен на повышение по службе о том, что произошло в битве. Митсу говорит, что она притворилась, что ничего не знает об инциденте, из-за которого Прата потерял контроль, и, по-видимому, начальство ничего не знает. А затем спрашивает Шиноа, знает ли она что-нибудь вообще. Девушка Хираги отвечает, что ей это не совсем ясно, но они не должны никому доверять. И теперь мы видим, как Прата идет туда, куда они просили, в темную комнату. Найди в центре вампира. Прата не понимает, что происходит, но легко побеждает его, а затем включается свет. И Крета Хираги, генерал армии, показывает ему, что это испытание, которое они проводят с подозреваемыми в государственной измене. А затем указывают, что они хотят проверить свои навыки владения мечом, но не могут этого сделать, не вызывая демонического проклятия. Прата уверен, что победит его. Но Синдзя рекомендует ему не доверять словам своего брата. А затем Курета вызывает свое проклятие и атакует Прата молниями, сумев легко победить его, что автоматически высмеивает его уровень. Крета отворачивается от него и хвалит его за послушание, но Ю быстро атакует, хотя его останавливает спутница Крета. Прата говорит ему, что если бы она не защитила его, он был бы мертв, и Крета говорит, что сожалеет о том, что сказал, и приказывает Шиньо сразиться с Пратой. Хотя он автоматически, когда слышит это, отказывается. Хотя он отказывается, Шинья легко побеждает Ю и советуется со своим братом, развеяли ли они его сомнения. Ю ничего не понимает, но Шинья объясняет ему, что все с подозрением относятся к тем, кто ладит с Гурёном. И теперь Прата переводит в другую комнату, где он может поговорить со своим братом. Наблюдать, как Йоши и Эйха держат в плену и пытают. Эль Прата спрашивает Крета, но он отвечает, что они это делают, так как Эль Прата шпион, и что сейчас начинается интервью. И что если он не ответит правду, его друзья будут убиты. Крета задается вопросом, как эти трое смогли так быстро завладеть оружием черного демона, а также задается вопросом об их целях и о том, откуда они взялись. Прата приходит в ярость, но только заставляет их еще больше мучить своих друзей. Крета рассказывает историю детства Праты и спрашивает его, полностью ли это правда. Подтверждая Прата, Крета спрашивает, почему Гурён принял его в свою семью и что это для Гурина, а также потому, что он носит фамилию Иакуя. Крета спрашивает, не является ли он выжившим из этой секты, но Прата говорит, что у него такая фамилия только потому, что в приюте, в котором он жил, у него была семья. Курета показывает, что Гикуя были могущественной магической сектой, которая экспериментировала с детьми. Поэтому он мог быть одним из них, и именно поэтому Гурён хочет его. Но затем просит его остаться под его командованием. Прата просит его освободить своих друзей и усомнился, что Гурён не делает таких вещей, поэтому он не будет таким, как он. Наконец Прата выходит вместе со своими друзьями и на окраину, он ждал их у Митсу, и если Наа беспокоится. Проте удается увидеться с Гурёном и расспросить его обо всей информации, которую он получил от Курета об экспериментах. Гурён подтверждает это и признается, что не спасает никого, кого не может использовать. Прата благодарит его за спасение и спрашивает, действительно ли Мика тоже был бы ему полезен, и если да, то помогает ли он ему спасти его. Гурён отвечает ему, что вся команда — это семья, поэтому они спасут его семью. В следующей сцене мы наблюдаем, как Мика находится в плохом состоянии из-за того, что не пьет кровь, поэтому Ферит предлагает ему ребенка. Микио удается сопротивляться, что удивляет Ферита, который предлагает ему принять участие в Совете предков на другой день. Вечером команда Прата собирается, чтобы научить его правильно использовать свое демоническое снаряжение. Митсу Шиноо пытаются заставить Прата и Шихоу правильно использовать свое оружие, но предупреждают их, что они не должны подводить их обоих сразу, так как в этом случае, если их демоны сойдут с ума, они заставят их. Двое не смогут сделать абсолютно ничего, и поэтому они находятся за стеной. А потом Йоши предупреждает группу из 5 всадников апокалипсиса, которые направляются к его позиции,
но Йоши демонстрирует свою силу, побеждая всех 5 всадников одновременно, что вызывает удивление команды. Эль Прата жалуется Чиноа на то, что она его больше обучала, но Мицу объясняет, что это было не так. Йоши научился этому сам, благодаря своей способности контролировать проклятие. Йоши говорит ему, что это возможно потому, что по ночам он много разговаривал со своим демоном во сне. Прата улыбается и решает призвать Сарамару, также выполнив завет крови, который они должны были соблюдать. И когда это произойдет, все готовятся к битве на случай, если он потеряет контроль. Однако Прата падает без сознания на землю. Мицу говорит остальным, что теперь они должны позаботиться о нем, пока он не свяжется с демоном, пока они ждут у костра. Шихоу комментирует, что произошло с Хираги в предыдущие дни. Сихоу рассказывает, что они расспрашивали его обо всем, что произошло на поле битвы, но что они солгали, как им приказал Шиноа, хотя он сомневается, правильно ли скрывать секрет от Ю, и что, возможно, все эти отношения с товарищами просто шутка. Фасад Чиноа, чтобы использовать силу Прата. Шиноа спрашивает его, что он собирается делать, и он отвечает, что ничего, поскольку она там из-за того, что она его сестра, то он продолжит игру. И Мицу ругает его за то, что он так говорит, поскольку Шиноа хочет защитить Ю, но Шиноа останавливает ее, чтобы посоветоваться с Йоши, если что думает так же, как Шиху. Он отвечает, что думает, что они делают это, чтобы защитить Ю, но ему нужны объяснения, поскольку они товарищи. Шиноа отвечает ему, что после завершения обучения он обещает рассказать ему все, а затем Ю начинает корчиться от боли, поэтому все его сдерживают. Похоже, ему удалось полностью войти в контакт с демоном. Прата, войдя в свою иллюзию, видит, что его мама плачет из-за того, что родился мальчик по имени Серафим Конца, а его отец говорит, что он сын дьявола. Маленький Ю беспокоится, увидев, что его отец приближается с ножом, поэтому Прата пытается убежать, но, войдя в дверь, видит, что его семья из приюта мертва. Во время плача он получает удар ножом в спину, и его отец говорит ему, что он должно быть умер там, но вместо этого ему удалось сбежать, и все погибли из-за него. Пока мы видим, как демон кусает Прата, приказывая ему уничтожить все. И он понимает, что это иллюзия Асуры-Мару, и говорит ему, что из-за этого он не потеряет контроль из-за обещания, которое он дал своей семье. И теперь демон принимает форму Мики, который просит его защищать свою семью вместе, и Прата обещает спасти его. Проте удается пробудиться от иллюзии и противостоять Сурамару, который утверждает, что верит, что он уже победил, но Ю говорит ему, что он уже знает, какая она. Сурамару отвечает, что она ему не изменяет, и что он дьявол, брошенный его семьей. Но Прата отвечает, что пока Мика и другие нуждаются в нем, он не против быть дьяволом. А Сурамару поздравляет его с тем, что он стал сильнее, но его раздражает то, что он такой самонадеянный. Поэтому он автоматически решает атаковать, но Прата бросает свой меч и заявляет, что не хочет причинять ей боль, так как Азурамару не хочет быть дьяволом. Ей нужна ваша помощь, чтобы спасти Мику. Демон спрашивает, что она этим выиграет, и Прата отвечает ему, что они будут товарищами, что она не должна жить в одиночестве. Наконец, Ю очнулся от иллюзии и спрашивает своих товарищей, не причинил ли он им случайно какой-нибудь неприятности. Мальчики отвечают, что да, но они рады, что он вернулся, и спрашивают его, добился ли он успеха. Прата утверждает, что да, а Мицу говорит, что чувствует усталость, поэтому тренировку Шихоу следует подождать до следующей недели. И хотя Шихоу приходит в ярость, все согласны с Мицу. Шиноа заботится о Проте и спрашивает его, не повредит ли демон его сердцу. Прата отвечает, что нет, и благодаря им он больше не одинок, что автоматически шокирует Шиноа. Затем Ферит заявляет совету, что люди неполноценный вид, движимый жадностью, поэтому они бросаются исследовать запрещенные предметы, и для этого он это докажет, выдавая себя за Мику, который показывает видео с разрушениями, которые Прата причинил, потеряв контроль, что вызывает беспокойство у всех присутствующих. А Ферит утверждает, что люди находятся на пути к контролю над Серафимом Конца, и из-за всего этого он становится большой опасностью для вампиров. Но что жестокая королева закончила расследование, покончив с Якуей, на что Крул утверждает, что она сделала это 8 лет назад, когда она умерла. Он уничтожил всех детей в детском доме с помощью фактора Серафима Конца. И Ферит, глядя на Мику, снова спрашивает его, действительно ли он покончил со всеми. Тогда другие присутствующие спрашивают, как они так далеко продвинулись в расследовании, поскольку никто, кроме Якуи, так много не расследовал. Поэтому если Крул не достигнет своей цели, вся ответственность ляжет на нее. Но Крул подавляет страх, угрожая устроить драку, и он отвечает, что если он не выполнит свои обязанности, возможно, он сохранит трон Японии, поскольку он намного могущественнее.
Ферит прерывает его и спрашивает Крула, что они собираются сделать, чтобы остановить людей. Крул отвечает, что текущая цель продолжается, и они должны уничтожить императорскую японскую армию демонов. А затем другой из присутствующих там спрашивает Ферита, кто сопровождающий его мальчик. В то время как Жестокий наблюдает за тем, как он уничтожает японскую имперскую армию демонов. Обеспокоенно. В конце встречи Жестокий расспрашивает Ферита ее поведение и спрашивает, действительно ли он намеревается свергнуть ее. Ферит насмехается, говоря, что он очень напуган, но она не может его убить. Потому что иначе она не сможет передать его информацию Совету. Потому что если это произойдет, Совет обнаружит, что они позволили ему сбежать. Хью. На нем тоже ляжет ответственность, и он будет приговорен к смерти. Поэтому он предлагает ему, чтобы они были одной командой, поскольку теперь они соучастники преступления. А затем уходит, смеясь, потому что это шутка, но что скоро они будут лучше ладить. Мика в ярости наблюдает за жестокостью, и когда они пытаются с ней поговорить, вампирша игнорирует это. Ночью мы наблюдаем, как команда Проута пытается контролировать Чиху во время его тренировок. Прата обеспокоен ситуацией и спрашивает, нормально ли это. Девочки отвечают, что нет, что, возможно, Шихоу был захвачен демоном. Шиноа говорит ему, что они должны подготовиться на случай, если произойдет худшее, и в иллюзии Шихоу он обнаруживает, что отчаянно сражается с Кисёки, но терпит поражение. Поэтому демон говорит, что его тело теперь дает ему шанс. Он принадлежит ей. А теперь мы наблюдаем за маленьким Шихоу рядом с его сестрой. Когда кто-то стучит в дверь и обнаруживает, что это его сверстники в детстве просят его бросить Мирай из-за того, что она мешает, но он отказывается. И один из его сверстников просит его убить ее из милосердия, поскольку она просила его об этом. И, столкнувшись с угрозой со стороны мальчиков, Чихоу избивает его и убегает вместе со своей сестрой, которая просит его убить его, так как она не хочет быть помехой. Демон внезапно начинает расспрашивать Шихоу о том, что он чувствовал в тот момент, и просит его быть свободным. Шихоу извиняется перед своей сестрой и рассказывает ей, что встретил Элла Прота, что хотя и приводит его в ярость, побуждает его стать намного лучше. Наконец Шихоу смог победить демона, сумев проснуться, и первое, что он делает, это доказывает свою силу против. Поэтому он автоматически начинает битву, в которой он демонстрирует, что он может победить демона. Его новые способности, но затем Йоши останавливает их. То, что вы только что увидели, шокирует девушек, которые не понимают, что Гурен сделал, чтобы воссоединить их, а затем обнаруживают, что кто-то стер всю историю их трех товарищей. Поэтому они не понимают, что происходит. Сейчас мы видим мальчика в столице вампиров, который использует голубей в качестве посыльных, а тот, кто принимает ее в городе, является военнослужащим, который передает информацию Курету, который просит, чтобы его звали Аурин. Ниже мы наблюдаем, как Прота жалуется на свои растрепанные волосы, в то время как Шихоу насмехается над ним. Молодые люди направляются завтракать вместе со своими товарищами по команде, но, добравшись до места, они слышат крик из кухни и видят, как девушки спорят из-за того, что подожгли рис, и из-за того, что они съели рис. Это Чихоу подходит, чтобы научить их, как они должны это делать. Мальчик, наконец, приготовил завтрак для всех, и они уже готовы съесть Прота. Он хвалит Шихоу, говоря, что он умеет готовить все, но он отвечает, что не умеет готовить все. А что это они ничего не умеют делать? Затем Прота спрашивает, о чем идет речь, о чем они должны поговорить, поскольку он единственный, кто не знает секрета. Шино отвечает, что это две темы, о которых им нужно поговорить. Во-первых, над Ю были проведены эксперименты, из-за которых он потерял контроль на поле битвы, а во-вторых, нужно выяснить, действительно ли Гурон является частью его команды. Поэтому Прота удивлен, услышав, что это ставит под сомнение лояльность Гурина. Шиноо говорит ему, что, возможно, он использует их всех, включая его, а Мицуо говорит, что если он лоялен, то, возможно, они планируют драку против высшего командования или даже что-то гораздо большее. Прота смотрит на Шихоу, пытаясь понять, что он думает, но Шихоу говорит ему, что впервые слышит об этом. Шиноа спрашивает их, знают ли они об этом, должны ли они продолжать действовать и как они должны противостоять миру после принятия решения о своей позиции. Мицу предлагает, чтобы каждый принял решение как команда. И Сихоу говорит, что в зависимости от обстоятельств они могут покинуть Гурян, но удивленный Прота не может понять, что они предлагают. И теперь мы наблюдаем за отчаявшимися и потерянными вампирами, пока они находятся в заключении в Кюрета. Кюрета предъявляет претензии Гуряну за опоздание, и он спрашивает его о своем эксперименте с проклятым оборудованием. И Кюрета отвечает ему, что он делает это, чтобы посмотреть, есть ли более эффективный способ превратить вампиров в демонов. Но это не дает результатов, и возможно это потому, что они вампиры низкого уровня, и возможно это из-за того, что они вампиры низкого уровня. Таким образом, вы автоматически приказываете мне убить их. Гурян отвечает ему, что он не отдает ему приказов и хочет знать, зачем вы его вызвали. Курета спрашивает, действительно ли он пришел один, и что он не подумал, что, возможно, хочет его убить. Гурян говорит, что он выполнял его приказы, и что у него нет причин убивать его. К тому же он не будет этого делать, пока это полезно. Курета говорит ему, что это правда, поэтому он должен задать ему несколько вопросов, чтобы выяснить, полезен ли он по-прежнему, а затем спросить Гурина о том, что такое Прота, Джоичи и Шихоу, и как ему удалось поделать их так, чтобы все трое были пригодны для черных демонов,
Гурен отвечает ему, что это была просто чистая удача. Но Курета не верит ничему из того, что он говорит, поскольку те, кто пригоден для черных демонов, не имеют ничего общего с тем, кем они являются. Чернокожие участвовали в экспериментах, и этот показатель успеха по-прежнему очень низок. Но если вы не хотите отвечать, это не имеет значения. Пока я продолжаю делиться с ним своими успешными экспериментами. Гурен говорит ему, что сделает это только в том случае, если он захочет, и спрашивает, может ли он уже уйти. Но Курета спрашивает его, с какой стати он увеличил количество своих пешек обладателями черных демонов. Гурен успокаивает его, говоря, что он не хочет совершать государственный переворот, потому что если бы он этого хотел, я бы убил его прямо сейчас. Курета уверяет, что он не смог бы, а затем предупреждает его, чтобы он не проявлял насилия, поскольку он хорошо справляется со своей работой, а затем говорит ему, что точно так же, как Курета не хочет совершать государственный переворот, он так же, как и вы, знает свои слабости, поэтому должен отказаться от любви и дружбы. И когда начинается дождь, Курета говорит Гурену, что она может доверять ему, поскольку он никогда не предает своих друзей. Гурен спрашивает его, что он собирается делать сейчас, возможно, показать ему нового особенного заключенного, но Курета просто хочет увидеть взгляд Гурена на этот мир. Поскольку, хотя у него нет надежд в этом мире, он тем не менее продолжает накапливать силы и власть. На что Гурен отвечает, что мир устроен так, что он должен накапливать силу. Но Курета спрашивает его, что если у него нет амбиций, он должен умереть, поскольку такие люди приносят ненужные жертвы, будучи плохими людьми. И Курета также говорит Гурену, что хочет перестроить мир, пытаясь связаться с другими странами. Гурен спрашивает, собирается ли он в первую очередь восстановить коммуникации, разрушенные вампирами, но Курета говорит, что сначала нужно очистить страну от вампиров, а затем разгромить другие организации выживших, чтобы иметь возможность объединить мир под командованием армии, что Гурен считает мечтой маленького мальчика. Поэтому он спрашивает его, сможет ли он этого достичь, и генерал-лейтенант говорит, что да, поскольку он знает местонахождение 25 дворян, которые существуют. Гурен говорит ему, что информация, которую он получил, не соответствует действительности. Он получил, что это может быть ловушкой, и Курета отвечает, что возможно да, но у него нет времени сомневаться, и Гурен спрашивает его, к чему такая спешка. Лейтенант отвечает, что это потому, что через месяц штаб подвергнется нападению. Поэтому они не должны позволить им сделать первый шаг. И поэтому он приказывает Гурену, что он и его команда и сотни солдат роты должны отправиться в Нагое из-за того, что 10 дворян строят базу, и вы должны убить их и контролировать базу. Гурен сомневается, что если он сделает это, они заметят его движение, и Курета говорит ему, что так будет лучше. Так он привлечет внимание вампиров, когда они будут готовиться к последнему движению. Гурен насмехается и упрекает его за то, что он обращается с ним как с жертвенной пешкой и кроме того не хочет рассказывать ему всю правду о своем плане. В конце концов Курета отдает ему приказы, говоря, что они должны заткнуться и подчиняться, и если он это сделает, может возникнуть мир с вампирами, являющимися его рабами. Но затем появляется Махиру и говорит Гурену, что он будет следовать только его приказам, чтобы он мог осуществить свое желание. И теперь мы видим, как Шиноа приближается к Проте, одновременно насмехаясь, если он вообще увидит девушку, переодевающуюся отсюда. Но Проте шутка не нравится, и он спрашивает, действительно ли он пытался ее убить. Она говорит ему, что ей не о чем беспокоиться, что-то все еще в живых, и говорит ему, что он должен был защитить ее. Но Шиноа подбадривает его, говоря, что он и Шихо авангард ее отряда, поэтому она не должна беспокоиться о том, что что-то осталось в живых, что они должны защищать ее, когда она хочет умереть. Прота по-прежнему серьезен и спрашивает, не потерял ли он контроль из-за того, что Гурен что-то с ним сделал. Шиноа отвечает, что вероятно это правда, а затем Прота приглашает ее пойти с ним, когда он должен убивать вампиров, на случай, если он потеряет контроль. Девушка соглашается и говорит ему, что ей не о чем беспокоиться, и когда они возвращаются к остальным мальчикам. Прота сообщает им, что он поддерживает их, когда они убивают вампиров. Гурену, поскольку все они являются частью его семьи, и он не может забыть Мику, поэтому он говорит ей, что не знает, что такое семья, но что они не должны предавать людей только потому, что потерпели неудачу. И Гурен пообещал ему спасти Мику, и поэтому он собирается поддержать его, но он знает, что не должен вовлекать и их. Шихоу прерывает его, чтобы оказать ему поддержку, и все мальчики приходят к выводу, что они должны заботиться о семье. А теперь мы переезжаем к Мике, которому становится все хуже и хуже из-за того, что он не пьет кровь. И он жестоко обращается с ней, чтобы взять ее кровь, и молодая женщина наслаждается моментом. Хотя Мика приходит в сознание, поэтому она извиняется за то, что ведет себя так, а затем просит увеличить запасы крови. Жестокий соглашается, но предупреждает его, что он не сможет продолжать вечно пить только ее кровь. И перед отъездом Мика спрашивает его, нужно ли ей убивать всю его семью, включая его, и почему она оставила их в живых, если они представляли для нее проблему. Он хочет знать, чего он добивается. Жестокий отвечает ему, что ему это не интересно, что приводит Мику в ярость, поскольку она думает, что он использует Аю для чего-то, и когда Мика пытается напасть, она легко останавливает его. Мика признается ему, что он больше не может с ней связываться и не верит ему, поэтому Крю раскрывает ему причину, по которой Мика пытается напасть на него. Оставайтесь в живых, и для этого вам нужен Серафим конца. Наконец сообщает ему, что через месяц начнется война, в ходе которой он уничтожит всех людей, поэтому он поручает ему свою секретную миссию. Он должен вернуть Ю, скрываясь от вампиров и людей.
но в случае неудачи он станет врагом номер один для обеих сторон. Вечером Чиноо навещает Гурён, который обсуждает, как атаковать вампиров, и она сообщает ему, что мальчики овладевают одержимостью демонами, но также отвечает на его вопрос, влюблена ли она в Ю. Шиноа говорит, что еще не знает, но это первый раз, когда кто-то ей доверяет, поэтому она хочет автоматически ответить взаимностью. Гурьян перед ее отъездом отдает ей приказ о развертывании, что она должна прибыть на станцию доставки в 6 часов следующего дня. Сцена меняется, когда мы видим, как вампиры удивляются, потому что Мику также вызвали в Нагою. Затем Кюрета обнаруживает, что наблюдает за экспериментом в секретной лаборатории, где чуть не убили женщину. Затем отряд Прота направляется в город Нагоя, поэтому Шихоу требует дальнейших указаний от Шиноо, который насмехается, говоря, что они поедут отдыхать в Хаконе. Но Мицу просит его подождать, пока она закончит. Это указывает на то, что теперь они должны отправиться в зону обслуживания вина, а затем в Нагою. Прота задается вопросом, найдет ли он в городе Мику, и вдруг их заметила группа всадников Апокалипсиса. Поэтому они автоматически должны сразиться с ними. И проведя скоординированную командную атаку, им легко удается избавиться от своих врагов. Но после того, как они разыграли Проту, притворившись, что Мика был убит, они собираются бросить его. Так что мне нужно дойти до Эбины пешком. В следующей сцене мы видим отряд Гурина, который ругает Гачи за то, что он просматривает журналы с девушками в бикини и не работает. Гачи сообщает Гурену, что Мито вошел в здание в поисках вампиров, а затем появляется Мито, чтобы сообщить, что он не обнаруживает присутствие вампиров внутри. Это здание. Но Гачи продолжает тему бикини и говорит Мито, что она должна надеть его, так как Гурян хочет видеть ее в бикини. Из-за этого Мито смущается и нервничает, но после того, как ругает Гоши и спрашивает, действительно ли это приказ, но Гурян заставляет ее надеть бикини. Он игнорирует, а затем мы наблюдаем, как подъезжает элитная машина, из которой выходит генерал Шинья, который утверждает, что нашел его брошенным. И Гурин говорит ему, что он сумасшедший, но ему нужно знать, зачем он приехал. Шинья отвечает ему, что Крет рассказал ему о самоубийственной миссии, поскольку 1000 человек не смогла бы противостоять благородным вампирам. И именно поэтому, именно благодаря своему безумию, он пришел на помощь, за что он надеется на благодарность Гурина. В следующей сцене группа Прота жалуется, что они опаздывают, и поэтому Шихоу предлагает, если они собираются его ругать, обвинить Шиноа Ямицу. Но Мицу говорит, что поскольку они собираются сдать своих товарищей, и Прота жалуется, так как товарищи не бросают одного из них ваши. И теперь мы наблюдаем за Гурьоном, который стоит перед всей армией, отдавая приказы, которым они должны следовать. В 7 утра они должны отправиться в путь, в часу дня оказаться в Нагое, и пока отряд Прота пытается добраться туда незамеченным, Гурьон также обнаруживает его, ругая из-за опоздания, если Ной подсознательно пытается оправдаться. Но Гурьон ругает ее решительным тоном, поскольку эта миссия не игра, и приказывает ей, чтобы те, кто не знает военных правил, ушли. И из-за этого вся армия пренебрежительно относится к молодым людям, поскольку считает их помехой. Но в этот момент Ю берет на себя всю ответственность, поскольку он утверждает, что решил сразиться со всадниками Апокалипсиса. Поэтому Гурьон указывает ему, что он должен вернуться. Но Прота говорит ему, что он должен вернуться. Он просит, пожалуйста, позволить ему помочь победить вампиров, и Гурьон автоматически соглашается, заявляя, что они должны выстроиться в очередь, но позже они будут наказаны. Наконец-то Гурьон говорит всей армии, что он не потерпит тех, кто нарушает правила, и тех, кто считает это шуткой. Поскольку эта миссия одна из самых опасных во всей истории, где наверняка многие погибнут. Но теперь все они одна семья, так что я думаю, что это одна из самых опасных миссий за всю историю. Они наверняка потеряют многих родственников, но все же за это стоит бороться и выполнить миссию. Гурену удалось мотивировать всю армию, а затем Шиноо подошел поговорить наедине с Протой, чтобы извиниться, так как его задержка — это его вина. И Ю отвечает ему, что ему ни о чем беспокоиться. Для этого они и являются семьей, и все же теперь Прота вызван, чтобы поговорить с Гурьоном, и вся группа предлагает взять на себя часть ответственности. Но Прота не пускает их и уходит один. И когда Прота появляется перед Гурьон, она спрашивает его, как у него дела, что удивляет Ю, потому что он не спрашивает, кого собирается ругать. И Гурьон говорит ему, что знает, что это не его вина, и что ему приятно, что он лжет, чтобы защитить своих друзей. А затем вмешивается Синдзя, приветствуя Прота, что автоматически его очень удивляет. Но Гурьон говорит им, что хватит болтовни, приказывая Гачи использовать свою силу. Мальчики снаружи слышат крик и бегут спасать Прота, и когда они прибывают, они узнают, что это была всего лишь иллюзия того, что Прота был мертв. Гачи, что приводит Шиноо в ярость. Но Гурьон говорит ему, что это часть его наказания за то, что он позволил Проте прийти одному, поэтому он научит его, каково это терять кому-то дорогому. И он продолжает ругать ее из-за того, что ее шутки могут положить конец жизни его семьи, то есть его товарищей. И спрашивает, может ли она
она спасти его, если бы это вообще выглядело как внушительная угроза прямо сейчас. Гурион предлагает испытание, поединок между Эльмито и Синдзой против всего отряда Шиноа. И теперь Шиноа дает указание всему отряду о том, что им нужно сделать, чтобы победить. Йоши заботится о генерале Ираги, она и Мицу будут сражаться с Мито, а Проташихау позаботится о Гурине, но предупреждает их, что если Проташихау потерпит неудачу, они все погибнут. Затем Гурион отдает приказ начать, поэтому он приказывает Шиньо атаковать первым. Его атака наносит большой урон формированию отряда Шиноа, поэтому теперь они решают атаковать. Шиноа приказывает отвлечь их, и поэтому Мицу постоянно атакует их. Синдзя пытается нанести дальний удар, который останавливает Йоши, а затем атакует Гурина, но его останавливает Проташихау. Со своей стороны Шиноа и Мицу выполняют свою работу, атакуя Мито, хотя Гурион совершает атаку, которая выбрасывает их наружу. Там битва продолжается между Прото и Гурионом, вызывая удивление у всех присутствующих, наблюдающих за наказанием Прото. Гурион использует взрывное заклинание напротив. Шин не пытается ему помочь, но Мито останавливает ее, и из-за этого Гурион угрожает Проту сдаться или снести ему голову. Ю решает атаковать его с близкого расстояния, чтобы он тоже получил изрядный урон, но это не удивляет Гурина, который уже ожидал этого. Прото отвлекается выстрелом Синдзя, пропуская своего защитника Гурина, который говорит ему, что если бы это было реально, все его товарищи в тот момент были бы мертвы. За несколько ходов Гурион побеждает их всех и насмехается над тем, что их трое. С командами черных демонов, и они не смогли ничего поделать. Ничего. Гурион ругает их, и они говорят всей армии, что теперь у них есть новички, о которых они должны очень хорошо заботиться. Армия относится к этому хорошо, но им нужно больше работать в команде, а затем мы видим, как Гурион спрашивает Прото, остался ли он недоволен. Ю отвечает, что да, и что он просто думал о стратегии, чтобы победить его в следующий раз. Гурион подходит к нему и любезно говорит, что они должны стать сильнее как команда. И внезапно солдат по имени Наруми говорит, что он против того, чтобы брать новичков, которые не умеют сражаться в команде и нарушают правила. И Гурион дает ему все основания полагать, что, возможно, это мешает. Именно по этой причине он должен позаботиться о них. Поэтому он приказывает Сингури изменить записи, чтобы объединить отряд Шаха с отрядом Макото Наруми. И очевидно, здесь Наруми дает немного своего собственного лекарства. Уходя, Гури Наруми выглядит рассерженным, но Прото подходит, чтобы поприветствовать его, но Макото делает это плохо. А потом Шин Хоуп говорит, что то, что он говорит о них, кажется неприятным, но это правда. Шиноа решает извиниться перед всеми, поскольку ее поражение стало причиной ее бездарности, и она чувствует себя паршивым офицером. Прото останавливает ее и напоминает ей слова Гурон о том, что они должны стать сильнее как команда, и именно поэтому все парни поддерживают ее как своего командира, что автоматически радует Шиноа. Ниже мы наблюдаем за Микой, когда она слышит крики людей, убегающих от вампиров. Когда она находит их, она видит, как питается вампир Али, что пробуждает в ней жажду крови. В конце она наблюдает, как детей перевозят перед дворянами Нагои, поэтому ее коллега-вампир рекомендует ей выпить кровь в этот момент. Воспользовавшись прежде чем уйти, но он продолжает отказываться, и он уходит, пока не достигнет скрытого места, чтобы выпить кровь жестокого. Хотя у нее это не получается, Мика вспоминает ее слова, а затем слышит крик о помощи. Увидев шею девушки, пытается выпить ее кровь, но останавливается как раз вовремя. На следующий день отряд Шиноа терпеливо ждет, пока Прото спрашивает, сколько еще им следует подождать. Наруми приказывает им собраться вместе, чтобы они могли в последний раз рассмотреть стратегию действий. План состоит в том, что в 1400 демоническая лунная компания совершит нападение на благородных вампиров в Нагое, и их особая миссия — убить 15-го прародителя Лукаса Вескера. В случае, если его первая атака провалится, они должны помешать ему отступить, чтобы он не обратился за помощью к другим дворянам, поэтому его нужно удерживать до тех пор, пока отряд подполковника не победит свою цель и не придет им на помощь. В Нагое есть 10 дворян, 8 из которых будут убиты одновременно в 1415 году. На каждого дворянина приходится по 3 команды демонической лунной роты, но если они потерпят неудачу в атаках, дворяне могут собраться вместе из-за небольшого расстояния. И на этом все закончится. И именно поэтому Наруми говорит мальчикам, что от них многого ждут, и они не могут потерпеть неудачу, поскольку миссия не будет выполнена только с 2 командами на одного нобла. Прото уходит с собрания, шутя о том, кого он должен убить, поэтому Наруми автоматически ругает его, и отряд Наруми говорит ему, что их сержант-командир не доверяет оставлять их на попечение детей. Мальчики просят Прото извиниться, так как он вызывает разногласия во всей группе, но Шиноха выходит вперед и извиняется от имени Прото перед сержантом Наруми.
И Наруми говорит ему, что ему не нужны извинения, он просто просит, чтобы они были сосредоточены, так как он не хочет терять товарищей из-за кого-то, кто подвергает опасности жизни каждого. Прата подходит и говорит ему, что у них одинаковые чувства, никто из них не хочет терять товарищей, и поэтому он извиняется, хотя в этом нет необходимости, поскольку он не хочет, чтобы погибли ни его товарищи, ни товарищи Наруми. Наруми ругает его, говоря, что он должен запомнить хотя бы имя своей цели, но Ю говорит ему, что нет смысла запоминать того, кого он собирается убить. Но запомнит ли он именно тех, кого он должен защищать? Шиноа вмешивается, снова извиняясь и обещая, что хотя они новички, они сделают все возможное, чтобы никого не затащить на смерть. А затем Наруми советуется с Йоуи о том, где находится их цель. Йоуи отвечает, что он скоро прибудет, так как он всегда приходит в одно и то же время в парк. И Наруми успокаивает всех, говоря, что им не о чем беспокоиться, так как у них есть фактор неожиданности. Ниже мы наблюдаем, как Йоши очень нервничает, но Синдзя успокаивает его, что он не потерпит неудачу, и говорит, что это команда снайперов. И говорит ему, что Гурён помешал не обучать его, так как он знал, что его первая миссия в качестве снайпера, и что если они потерпят неудачу, все равно останется боевая команда, которая будет его тренировать. Они возьмут на себя ответственность, поэтому для снайпера самым важным качеством является спокойствие, поскольку эти команды должны сохранять спокойствие, чтобы убивать врагов и поддерживать всех своих товарищей. И они должны убивать тех, кто может быть схвачен или подвергнут пыткам, если их оставят позади. Синдзи подтверждает, что какими бы ни были его товарищи, они должны это делать, что расстраивает Йоши. В конце концов, он рекомендует ему не нервничать, и с ним все будет в порядке, поэтому он дает им указания, как дышать. Йоши удается успокоиться и готовиться к стрельбе. Затем Синдзя сигнализирует, что его цель Лука прибыла. Йоши находит его, но он не должен стрелять до начала миссии. А теперь Лука Альвескер наслаждается выпивкой крови из маленькой девочки, сидящей в парке. Лука предлагает своему слуге, если он хочет попробовать ее, но он отвечает, что нет, так как на сегодняшний день он потребил достаточно энергии. Но Лука настаивает, чтобы я попробовал кровь качества АА, поэтому он автоматически соглашается, но собирается сделать это немного позже. И Лук спрашивает его мнение о письме жестокости, в котором говорится, что они будут нападать на всех людей. Лукалу неудобно получать от нее приказы, поэтому его слуга говорит ему, что он не должен им следовать, поскольку они из другой фракции, и могут подождать, пока родительский совет не отдаст им приказ «отдавайте новые приказы». Однако говорит, что, по-видимому, жестокий придет Гоя. Дворянин, услышав это, думает, что тогда он действительно должен выполнять эти приказы, даже если они работают на вражескую политическую фракцию Крула. Хотя это влечет за собой санкции, и они выполняют миссию, но Лукаль обнаруживает готовящееся нападение и берет слугу за щит. Миссия начинается, и объединенный отряд отправляется сражаться с Лукалом, который призывает свою силу, обогряя свой меч кровью, а затем атакует снайперов напрямую. И когда Йоши видит это, он хочет убежать, но Синдзя приказывает ему, что сначала он должен убить как можно больше обычных вампиров. Тем временем Прата просит разрешения опередить и выяснить силу врага, и Наруми автоматически позволяет ему это. Прата появляется перед Лукалом и атакует его прямо на него, давая группе время придумать новую стратегию. Но Лукал очень умен, и ему удается отразить все атаки, которые на него нападают. Они запускают. Однако Шиха удается отвлечь его, чтобы остальным удалось пронзить его своим демоническим оружием, и чтобы Шусаку вызвал демона, которого они попытаются схватить. Добившись этого, Прата вместе с Наруми бросаются в атаку, но Лукал вырывается на свободу, отрубив ему руку, и поэтому Наруми приказывает ему продолжать строй, и пусть они победят врага. И Лукаль говорит, что теперь он понимает, что он имел в виду под жестокими, что они очень-очень опасные люди. Наруми предлагает атаковать всем вместе, сохраняя строй, но Шинхо говорит ему, что это было бы невозможно сделать, пока они преследуют его, и предлагает заманить его в строй. Поэтому он начинает провоцировать вампиру, заставив его прийти в ярость, что позволило вампиру атаковать их напрямую, ослабив бдительность, заставив Прата напасть неожиданно, и сумев победить его. А Лукаль перед тем, как позволить себя схватить, решает покончить жизнь самоубийством, вызвав изумление всех присутствующих. По завершении своей миссии все очень счастливы, но Джоши задается вопросом, все ли с другими отрядами в порядке, и теперь мы переходим к битве при Гурене, который чувствует себя усталым и очень раненым, но у которого все в порядке. Ему удалось победить благородного вампира. Гачи подходит и ругает его, прося прекратить пытаться выглядеть круто. После того, как они немного повеселились, остальные коллеги жалуются, что чуть не погибли. Гурён говорит ему, что все было спланировано, и что если я умру, руководить миссией будет Синдза.
И внезапно Кусаноки прибывает на свою позицию очень тяжело раненый, который сообщает, что городская команда из 45 человек потерпела поражение, и что вампиры требуют, чтобы он вернулся. Подполковник, поезжайте в город, так как 19 были убиты, а остальные заложники. И перед смертью Коки говорит, что для него было честью сражаться на стороне Гурина, и Мито рекомендует не ехать в город, так как это ловушка, но спрашивает, дает ли это ему то же самое, потому что они все равно поедут. Гурен приказывает собраться с отрядами Наруми и Шиноа, чтобы убить Кроули, а также Эфорда. Тем временем Кроули очень спокоен в своем здании, и его сопровождают два вампира, один по имени Чес, который утоляет свою жажду заложника-хулигана, а другой по имени Гормон, который ругает ее. Но Кроули просит вас не беспокоиться, так как у вас их намного больше. И поэтому благородная шахматистка приглашает Горма выпить, но она отказывается, а также рекомендует ему научиться самоконтролю. И Гормон советуется с Кроули о том, что он думает о нападении людей, которое положило начало войне в Нагое. И Кроули не испытывает беспокойства по этому поводу, поэтому он встает, берет мертвого заложника за спину и приказывает Чосу подойти к нему. В этот момент дворянин наносит ему удар, от которого он отлетает к стене. Кроули сказал ему, что он сделал это, чтобы узнать, какое оружие сильнее, человеческое или вампирское, поскольку люди, по-видимому, быстро набирают большую силу благодаря оружию. Убивает вампиров с помощью проклятия демона, так что вы думаете, что кто-то внедряет информацию о них, и, несомненно, кто-то высокопоставленный является предателем. А затем он показывает им, что если они будут ранены этим оружием, они никогда не смогут исцелиться, поэтому они должны быть очень осторожны, и Хорм предлагает вылечить его. Но он говорит, что теперь он может пить его кровь, если вообще захочет. Поэтому девушки начинают спорить, кто пойдет первым. Когда мы наблюдаем, как они выводят заложников из здания, и Орм смакует кровь Кроули, и она спрашивает его, не случилось ли с ним чего-нибудь. Но он отвечает, что думает только о том, кто дергает за ниточки войны, жестокий или Ферит, поскольку он не думает, что он человек. А теперь мы переезжаем с отрядом Наруми и Шиноа, которые ждут в форта, пока не присоединится еще один отряд. Шиноа сообщает, что у них есть время до 20 вечера, но чуть раньше приближается отряд Иары, спрашивающий о Гурене. Наруми сообщает ей, что они еще ничего о них не знают, и поэтому она приказывает своим людям ждать до 2 часов 20. А потом мы видим, как будто Эйдж беспокоится о количестве людей в отряде союзников, так как их должно быть 15. Поэтому Шиноа отвечает ей, что, возможно, они погибли в бою. Наруми подходит к Аяре, чтобы узнать, выполнили ли они свою миссию. Она отвечает, что да, иначе они бы не вернулись, и удивляется, увидев, что команда Наруми не пострадала. Он шутит, потому что это благодаря его хорошему лидеру группы. Девушка говорит, чтобы они не шутили, но он хвалит китайскую лидершу, из-за чего она очень нервничает, из-за чего Яра странно смотрит на нее. Прата понимает ситуацию и говорит Яре, что ее отряд может отдохнуть, так как у них есть все покрыто. Яра спрашивает Наруми, тот ли это новичок, и Наруми говорит ему «да», но не помнит его имени, и из-за этого Ю злится на него, но Наруми говорит ей, что она просто шутила. И в конце концов Яра принимает предложение Прате отдохнуть, и Прата возвращается со своим отрядом и комментирует группе, что они действительно потеряли товарищей, что автоматически огорчает всех, но Шиноа говорит им, что они должны считать этот день и должны вернуться в целости и сохранности. Потом они видят, что Гурен немного ранен, но он уже начинает ругать их за то, что они бездельничают на солнце. Гурен спрашивает, выполнили ли они миссию, и рад слышать ответ Прата, и Гурен говорит, что для них это было проще простого. Подполковник спрашивает Наруми, выполнили ли новички свою работу или они ее отложили. Наруми отвечает ему, что они очень хорошо выполнили свою работу, и из-за этого Прата насмехается над ним, поэтому Наруми исправляет его. Гурен теперь наблюдает за Ярой и спрашивает, не потеряла ли она 8 мужчин, и очень грустная молодая женщина отвечает, что да. Испытывая сильную ярость и извиняясь перед ним за то, что потерял так много людей, Гурен отвечает ему, что он знал, что может случиться, и что вся ответственность лежит на нем, и он не может не чувствовать себя виноватым в том, что потерял так много людей, который рад, что она вернулась. А теперь подполковник советуется с Наруми об остальных отрядах, но услышав, что они не прибыли, приказывает, что они не могут больше ждать их и должны приступить к следующей миссии. Гурен рассказывает вам, что 9 отрядов, выделенных 3 дворянам города, были полностью уничтожены, из которых 25 человек были взяты в заложники. Поэтому теперь они должны убить дворян и спасти своих товарищей. А Яра просит сопровождать их, и Гурен говорит ему, что ему нужно, чтобы он остался здесь, чтобы сообщить отрядам, когда они прибудут. И после того, как они спасут товарищей, они вернутся в аэропорт. И теперь мы видим, как Гурен возглавляет свою маленькую армию. Шин уже подходит к нему, чтобы предупредить, что если они проиграют эту битву, они не смогут выполнить другие недостающие миссии,
но это его не беспокоит. Он просто беспокоится о смерти своих товарищей. А Яра, глядя на часы, нервничает, так как еще никто не прибыл. Но солдат подходит, чтобы успокоить ее. В этот момент прибывает новый отряд, но внезапно они видят, что вампиры пытаются сбежать. И она дает им новые указания, а затем атакует вертолет, набитый вампирами, который, по ее словам, был уничтожен. Это заставляет многих из них нападать на них. Мика появляется в действии и отвечает за нападение на Яру. Когда он удерживает ее, он хочет задать ей вопрос, но она активирует код 284, который гласит, что все должны покончить жизнь самоубийством. Однако Мика реагирует раньше и мешает ей выполнить его, но указывает ему, что он должен притвориться мертвым, и обещает отпустить ее, если она ответит ему только на его вопросы. Вы спрашиваете, и Мика хочет знать о Проте. А Яра говорит, что она скорее умрет, чем выдаст товарища, но это приводит Мику в ярость, поскольку она говорит ему, что они не ее товарищи, и та спрашивает Мику, что она делает. И он говорит ей, что тот человек, которого она поймала, тоже покончил жизнь самоубийством, поэтому вампир, которого она поймала, убивает ее. Он насмехается над ними, говоря, что они очень глупы, но Рена находит следы убитых товарищей. Рена нашла одежду Лукара Вескера, что удивляет остальных, поскольку люди не могут убивать дворян. А затем перед ними появляется вампир, предупреждающий, что убито еще много вампиров, включая Мела Стефана. Рене предлагает продвинуться туда, где в городе есть Кроули, но, услышав это, Аяра встает и берет Мику в заложники, но другим вампирам, похоже, все равно Мика. И он говорит ей, что он будет тем, кто позаботится о ней, но Аяра пользуется возможностью, чтобы сказать, что Протаун направляется в город. Мика шокирован и спрашивает его, почему она ему доверилась. Она говорит, что это потому, что я называю его новичком. Девушка пытается напасть на Мику, но тот останавливает ее одним движением и спрашивает, действительно ли она хочет жить. А затем избивает ее, чтобы расспросить о местонахождении других людей, обещая, что не убьет их, если Мика вернется. Я делал это. А Яра сообщает ложное местоположение, отправляя их в ботанический сад, а затем Мика нокаутирует ее. Вампиры встревожены из-за того, что люди знают местонахождение и имена их дворян, и именно поэтому Рене приказывает им направиться туда, чтобы оказать поддержку. Яра перед отъездом умоляет Мику убить ее, но он отказывается и говорит ей сделать это самой. Мика планировал бросить девушку, но Рене приказывает ему взять ее с собой, чтобы добыть информацию. Яра встает, чтобы напасть на них, заставляя Мику нанести ей смертельный удар. И перед тем, как отправиться в ботанический сад, Мика просит 5 солдат сопровождать его, чтобы исследовать город в качестве меры предосторожности. И поэтому Мика отправляется на поиски Прота, а тем временем Гурион и остальные преследуют его Кроули. Гурион наблюдает за ратушей и видит, как они держат всех солдат в заложниках и сообщают своей команде, что это определенно засада, поэтому они спрашивают, что они будут делать. Юй без колебаний отвечает, что они должны спасти пленных, что не имеет значения бросаться, очертя голову в ловушку. Но Гурион предлагает понаблюдать за движениями врага и спланировать очень хорошую стратегию. Цели победить 3 Кроули Чиси Хорн. Если они обнаружат, что их враги очень сильны, они автоматически приказывают им бросить своих товарищей, поэтому Прота приходит в ярость, так как считает, что никого нельзя бросать. Но Шиноу успокаивает его и спрашивает Гурена, каков приоритет миссии, и Гурен указывает, что он должен постараться, чтобы никто из группы не погиб, а затем освободить и спасти заключенных. И Наруми спрашивает, будет ли после этой миссии какая-нибудь другая, и Гурен автоматически отвечает «да», поскольку они должны задержать вампиров Нагои как можно дольше, чтобы обеспечить мобилизацию штаба Сибуи. И это была назначенная миссия, и Наруми удивлена, потому что генерал Картер тоже будет участвовать в этой битве. Гурен указывает, что если все пойдет хорошо, они вскоре должны отправиться в Синдзюку, показывая, что эта миссия только первая фаза. И Синдзя прерывает, заявляя, что они должны ждать вражеских ходов, и что если все пойдет хорошо, они отправятся в Синдзюку. Если они нападут на них, они должны отступить. Но если они найдут брешь в своей обороне, они должны воспользоваться этим, чтобы спасти заключенных и в лучшем случае убить дворян. Но Шин больше не считает, что это возможно. А затем он берет Йоши в качестве своего напарника, а Наруми приказывает остальным занять позиции для контратаки. Шиноа делает то же самое со своим отрядом, в то время как мы наблюдаем, как Синдзя указывает Йоши цели, и пока он это делал, Йоши обнаруживает дворянина. Поэтому он просит разрешения на стрельбу и стреляет. Гурен автоматически предоставляет это. Однако Кроули легко остановил атаку, что Синдзё кажется странным, что он сделал это так легко. И это также удивляет генерал-лейтенанта тем, что, по его словам, он не верил, что истории Кроули были такими сильными. Йоши говорит Проте, что он тот самый дворянин, с которым они столкнулись некоторое время назад.
и поэтому он приходит в ярость и хочет его увидеть. И Кроули говорит Чеси Орму, что похоже у них гости. Гурьон консультируется по поводу возможных решений, и Синджа считает, что лучше всего убить заложников до того, как их допросят, и бежать. Или он может разделить вражеские силы, создав пространство, где они могут спасти заключенных и быстро эвакуироваться. Но уточни, что они должны подумать о том, какой из двух вариантов позволит получить больше выживших. Юлия говорит Гурену, что он не должен бросать своих товарищей, но Наруми предлагает бросить их. Прата нападает на Наруми, но он отмахивается от этого, говоря ей, что у него есть товарищи среди заключенных, но не поэтому он должен вести себя плохо и начинать скандал. А что если Наа предложит что-то, что завершит Гурьон, сказав, что он должен сначала провести зрелищный матч, чтобы дворяне поверили, что они являются главной силой? И Синдзи говорит ему, что он не против этого, но это сложно с соперником, который у них есть, и Гурьон говорит ему, что они должны побеждать только до тех пор, пока не убегут, чтобы затем указать каждому на его позиции. Тем временем благородные женщины становятся нетерпеливыми, но Кроули говорит, что этого ожидает их враг. Поэтому им следует подождать, поскольку люди глупы в планировании на среднесрочную или долгосрочную перспективу, но в краткосрочной перспективе они очень хороши, поэтому если они не нападут, возможно, у них есть цель иначе, победив некоторых из них. А затем передай дворянам, что Ферит захочет многое узнать, поэтому они должны заставить одного из нападавших заговорить. И девочки сходятся во мнении, что Ферит им не нравится, так как никогда не знаешь, о чем он думает. Кроули говорит ему, что это абсолютная правда, но всегда весело быть рядом с ним, поэтому его план состоит в том, чтобы захватить офицеров, которые, кажется, что-то знают. И, наконец, Чес и Орм соглашаются с планом. Тем временем Гурьон указывает, что его отряд вместе с Синдзей нападет на Кроули, а отряд Шино и Наруми должны спасти пленных. Но Прата спрашивает Гурьона, смогут ли они в одиночку противостоять дворянину. И Гурьон говорит ей, что ее заставят сражаться в бегах, поэтому у них есть всего 5 минут на спасение. А затем они должны вернуться в аэропорт Нагои, чтобы присоединиться к остальной команде. Шинхо спрашивает, какие будут приказы после отступления, и Гурьон говорит, что приказы ждут в аэропорту, а затем Гурьон подходит к Шиньо, чтобы узнать о противнике. Он отвечает ей, что не двинулся с места, что они, кажется, ждут их. Гурьон предлагает им использовать иллюзии Гачи, чтобы заставить их поверить, что они атакуют примерно с 200 человек. Но Гачи говорит, что это невозможно, если они не приблизятся к врагу, и поэтому Гурьон приказывает ему, что это должно быть сделано. И теперь Наруми предлагает Шахи, чтобы они пошли отрядами вместе, но она, услышав это, отказывается, так как таким образом они не смогут воспользоваться 5 минутами и поэтому должны идти порознь. Но перед отъездом оба отряда обещают не умирать. Гурьон начинает миссию для своего отряда, и Шуа просит его синхронизировать свои часы с его собственными. И когда время истечет, все должны уйти, особенно Ю, которые сообщают, что это приказ начальника отряда. Но перед началом миссии все чувствуют мотивацию, что ему удастся выполнить свою миссию, а затем раздается взрыв, дающий начало их операции. Отряд Гурьона приближается, побеждая множество вампиров, в то время как заложники просят их бежать. И теперь Гачи достиг оптимального расстояния, чтобы реализовать свою иллюзию, которая дает хорошие результаты, сумев остановить нескольких вампиров. А затем отряд Наруми спасает отряд Ката. Команда Шиноа тоже делает то же самое, и Гурьон приближается, чтобы сразиться с Кроули, которому удается четко узнать его по его предыдущей битве. Битва начинается с того, что Гурьон атакует, но дворянин легко отбивает атаки. Однако Шинья полагал, что сделал мат, но вампира удалось спасти. Мито пытается прийти на помощь Гурьону, но Гачи останавливает ее, так как это было бы просто помехой. Пока отряд Наруми и Шиноа спорят о том, помогать ли Гурьону или продолжать спасать заложников, Шино соглашается помочь Гурьону, но у них есть только около 3 минут, и все должны выполнять его приказы. Синдзи и Гурьон чувствуют себя измотанными, думая, что, возможно, на этот раз они смогут умереть, но Гурьон говорит, что они, по крайней мере, выполнили миссию. Поскольку им удалось привлечь к себе внимание, но их прерывают дворяне, которые начинают новый бой, а Кроули легкомысленно относится к матч и насмехается над ними. Людей за то, что они такие предсказуемые, хотя им удается от этого убежать. Гурин и Шинья пытаются сбежать, но у Шиньи довольно глубокая рана, и Кроули злится из-за того, что он в бегах, и поэтому преследует его по всему городскому совету, сумев ранить Гурина, который приказывает Шинье бежать и взять на себя командование миссией. Кроули рекомендует ему то же самое, прежде чем он передумает, но внезапно Прата атакует дворянина с земли. Прата пытается внезапной атакой, но Кроули с большим мастерством удается его остановить, но затем он оказывается окруженным всеми атаками отряда Шиноа. И когда Прата хочет, чтобы его остановили, атакуя напрямую, вампир использует Гурьон в качестве щита, и именно поэтому Ю решает призвать Сурамару.
И когда он атакует, используя свою силу проявления, Джесс и Орм защищают дворянина. Прата приходит в ярость и решает тоже напасть на них, но им легко удается привязать его к веревкам, и когда Орм собирался причинить боль Проте, если он не появился, чтобы защитить его, тот, кто заставит их отступить и снова вооружить отряд, должен быть готов к атаке. Информация. Поэтому Митсу использует свою силу, чтобы создать щит, который позволит им сбежать, хотя Прата полон решимости вернуться, чтобы помочь Гурену. Однако он приказывает ей, что они должны сбежать, и Кроули удается распознать Проту, а затем дворянки советуются с ним, могут ли они покончить с ними. Но Кроули говорит им нет, так как Ферит, возможно, захочет допросить их раньше. Прота приказывает своим товарищам прикрыть его, так как он бросится на помощь Гурену, но Шинья останавливает его, приказывая покинуть Гурена. А Юни хочет выполнять приказ и убегает, но Йоичи и Шихоу удерживают его силой, пока вампиры обсуждают, что с ними делать. Шинья видит Гурена, который рассказывает ему что-то секретное, и поэтому Шинья принимает решение сбежать, даже если это будет сделано силой. Чес и Орм хотят преследовать их, но внезапно их охватывает иллюзия, в результате чего Кроули поражается человеческой силе. И теперь он отправляется на поиски того, кто ее казнит, но на него нападает весь отряд Гурена, который приходит спасти его. Однако генерал-лейтенант приказывает им уйти, хотя все они отказываются бежать без него, а затем приказывает Гачи вывести своих людей на улицу. Все оттуда, чтобы он мог убежать, пока его избивает вампир. Но Кроули использует свою силу, чтобы избавиться от иллюзии движения. Тем не менее, всем удается сбежать, и в конце концов он подходит к Гурену, чтобы подразнить его, поскольку они бросили его, и приказывает девушкам-вампирам запереть его, пока не прибудет Ферит. Ниже мы видим, как Курета наблюдает за передвижением армии, который требует, чтобы они поторопились, а затем подходит к своему брату Шиу, утверждая, что по приказу его отца он приходит наблюдать, а также сообщает ему, что благородные вампиры собираются напасть на Канто, но Курета это не беспокоит, так как его брат Шиу утверждает, что по приказу его отца он приходит наблюдать, а также сообщает ему, что благородные вампиры собираются напасть на Канто. Но Курета не беспокоится об этом, поскольку если он потерпит неудачу в своей миссии, все человечество будет потеряно. Широ злится на него за его поведение и схватил его за шею, но Курета угрожает убить его, если он сделает это снова, поэтому Широ обвиняет его в преступлении против величества и приказывает, чтобы они должны схватить его, но повернувшись, он видит мертвых охранников. Широ говорит ему, что он не позволит им сойти с рук, но Курета говорит, что если он это сделает, так как он собирается спасти мир, а затем ему сообщают, что вся армия может уйти через 30 минут. И игнорируя своего брата, он говорит ему, что он собирается ограничить вампиров на бое. Его брат ставит под сомнение его решение, оправдываясь тем, что войска, которые они послали, не были предназначены для этой цели, и говорит ему, что если он думает, что сможет противостоять своему отцу, он очень сумасшедший и что он явно не выйдет живым. Курета угрожает ему своим мечом и говорит, что вы должны поблагодарить его, так как за его послушание вы все еще можете быть очень полезны. А затем уходит, говоря, что вам следует спрятаться, пока он не вернется. Если он получит власть, он даст ему работу. И сейчас мы переезжаем к Шиньё, который насильно перевозит Прота, в то время как тот жалуется, что его бросили в Гурен. Шинья приказывает Шиннао успокоить его, поскольку он является частью ее отряда, и она напоминает ему о данном ею обещании. Они должны были уйти, несмотря ни на что, и он говорит ей, что Шинья дружит с Гуреном гораздо дольше, чем он. Шинья напоминает Ю о словах Гурена о том, что они должны вернуться победителями, чтобы защитить всех людей, а затем отряд Гурена присоединяется к Синдзё. Хотя они также очень опечалены ситуацией. Но Мито просит генерала продолжить миссию. Генерал приказывает ему сначала встретиться с Наруми, и Прота прерывает их. Ю очень грустно спрашивает, что из-за миссии они должны покинуть свою семью, и что если они это сделают, он больше не против продолжать жить. А затем, пытаясь залезть в шкуру, он напоминает всем, что Гурен его семья, поэтому позже он вспоминает, как Гурен помогал ему в детстве, когда он мечтал о будущем. Убийство его семьи и как я отношусь к нему, когда он сомневался, что у него не может быть семьи, так как он всегда теряет их, поэтому он не хотел жить. Гурен спросил его, больно ли ему быть живым, и Прота ответил утвердительно, и генерал-лейтенант говорит ему, что понимает это его чувство, поскольку он пережил нечто подобное. Но все же ему есть ради чего продолжать жить, пока это кому-то не понадобится. Он рекомендует Протону думать так же, как и он, и о том, что он должен убивать только вампиров, пока ты не найдешь его жизненную мотивацию. В настоящее время Прота извиняется перед всеми, но говорит, что он вернется, чтобы спасти Гурена, но командная работа — это не его дело. И пока он принимает 2 таблетки, он не теряет самообладание. В частности, он говорит, что если он не сможет спасти свою семью, то предпочтет умереть. Его команда беспокоится, так как он ранее принял 2 таблетки, так что в настоящее время он может умереть. Он говорит, что чувствует себя хорошо, однако у него начинается рвота кровью, и из-за этого Синдзи приходит в ярость и указывает, что все они должны вместе пойти в команду Наруми. И отряд Шиноа займется этим вопросом, но когда они пытаются вызвать у него рвоту, демон берет под свой контроль тело Прота, в то время как вы наносите ему вред в процессе, вызывая его смерть.
И к дверям ратуши Мика подходит вместе с другими вампирами, когда они обнаруживают, что напали на Кроули. Вампиры хотят помочь Кроули, но Мика не хочет видеть его сейчас, но они бросают ему вызов, и в итоге все они мертвы. Мика тем временем начинает поиски Проты, который все еще почти мертв в гуще своих товарищей. И теперь Крета наблюдает за вооружением войск, подготовленных к транспортировке. И в то время как он обеспокоен состоянием испытуемого, о котором они сообщают, что он находится в несколько нестабильном состоянии и страдает, поэтому он и Крета. Что Крет приказывает увеличить количество наркотиков и контролировать это. Даже если его контролируют силами, он также спрашивает, как идут дела в Нагое, и ему говорят, что Гурян сообщил, что все идет очень хорошо. Мы переезжаем с Протой к Асуру Амару, который ругает его за то, что он не отказался от мести. Прота с сильной болью в груди доходит только до того, что говорит, что ему нужно суметь спасти Гурина. Сурамару говорит ему, что если он хочет власти, он может дать ей все, что захочет, поскольку он питается ее жадностью. Но плохо то, что он принимает те таблетки, которые выводят из-под контроля здоровья. Черт возьми, и они сдерживают свою жадность, так что это будет невозможно. Ты не можешь получить власть без последствий благодаря наркотикам. Тогда Прота спрашивает его, что он должен сделать, чтобы получить больше власти, и Сурамару отвечает, что уже поздно. Он мгновенно умер, взорвав свои органы наркотиком, и даже разрушил ее сердце. Поэтому она с ее силой регенерации не может ничего поделать, абсолютно ничего. Ю совершенно потрясен, услышав ее, задаваясь вопросом, находится ли он сейчас в другом мире, но демон говорит ему, что это было бы лучше, но что он умер, не умирая совсем, так как злые ангелы насильно удерживают его в живых. И Прота поворачивается и наблюдает за чем-то, что происходит в другом мире. Труба. Ю направляется прикоснуться к ней, но демон рекомендует ему не делать этого, так как ангелы хуже демонов. А затем слышится сердцебиение, поэтому Азурамару предлагает исцелить его. Однако он направляется к Рогу, но ей удается остановить его и сказать ему, что она уже дала ему силу, эквивалентную 3 таблеткам, которые он принимает. В течение примерно 3 минут Ю просыпается и видит всех своих обеспокоенных сверстников вокруг себя и говорит им, что он вернулся, но, к сожалению, он не может этого сделать. Он должен быстро уйти и добраться до мэрии, где все выглядит искаженным. Дворяне пытают Гурина, спрашивая его, как они добиваются такой большой власти, и он отвечает, что его дала ему богиня. А затем они приходят, чтобы войти в Прота, который изо всех сил пытается атаковать дворян. Но как бы он ни использовал свою полную силу, Кроули легко его остановит. И когда он собирается убить его, Гурен встает на пути, приказывая ему уйти. Ю начинает расстраиваться из-за недостатка силы, и дворянин говорит ему, что это из-за того, что он скот. Но это только очень злит Прота, который снова нападает на него, хотя и с трудом. Кроули все еще более могущественен. Гурен просит тебя остановиться, так как демон завладел его телом. Прота говорит ему молчать, что он пришел спасти его, и что он не собирается так просто сдаваться. Ю возвращается в атаку, но ничего не получает, поэтому он приказывает Сурамару дать ему больше силы. Кроули жалуется, что если он продолжит, это в конечном итоге убьет его по-настоящему. Сурамару соглашается дать ему силу, в то время как Прота вселяет в его тело еще больше жадности, заставляя его превратиться в демона. А затем начинает счет, чтобы войти в гроб с демонами Кисёкио. Дворяне не понимают, что Сурамару не следует убивать, пока Прота не вселит в его тело еще больше жадности, заставляя его это происходит. И в этот момент прибывает Чиху. Но Прота просит его не мешать. Чихуа, увидев, что Прота превратился в демона, пугается, поэтому кладет его в гроб и уносит с собой. В конце концов, Прота попадает в плен и теряет сознание, позволяя своему товарищу слышать рядом с ним. Когда они бегут к выходу, Синдзи говорит ему, что им следует поторопиться, так как прибыло подкрепление вампиров. А затем Наруми указывает ему, куда идти, чтобы встретиться с остальными спасенными солдатами. А теперь Мика наблюдает, как прибывают вертолеты с подкреплением, и начинается сильный снегопад. На вертолетах перемещаются самые благородные, даже жестокая королева вместе с Феритом. Мика наблюдает, как приближается человеческая армия. Отряд Шиноа вместе с Синдзей думают, что могут победить их. Поэтому Шиноа рекомендует, чтобы, оставшись один, они победили его, охраняя Прота для его защиты. Но Мика, увидев Ю, говорит, что люди собираются вернуть его ему в сопровождении устрашающего взгляда. И Мика вспоминает, как в детстве я спрашивал Прота, чем он мечтал заняться в тот день, когда они сбежали из столицы вампиров, и как было бы весело, если бы вся эта история закончилась. Семья могла бы воссоединиться за пределами тюрьмы в мире без вампиров. В настоящее время Мика собирается сразиться со всей человеческой армией, чтобы вернуть Прота, и Мике удается легко прорвать линию фронта противника. Но затем он сталкивается с иллюзиями Гачи, но ему удается относительно легко освободиться, хотя он получает несколько ударов, когда они направляются убить его. И в этот момент ему удается преодолеть первую линию врага, увидеть, как Прота схватился за меч Шихоу, и он стреляет, чтобы вернуть его. Когда отряд Шино готовится атаковать, она останавливает их, поскольку приближающийся вампир — это семья Прота. Мика изо всех сил пытается прорвать оборону противника, даже ценой получения большого урона. В конце концов ему удается добраться до Прота,
но Мицу и Шиноо пытаются его остановить. Шиноо пытается вступить с ним в диалог, но Мика по-прежнему сосредоточен на своей цели вернуть Ю. Шиха пытается остановить его, но получает удар по голове, в результате чего он падает на прата. Мике удается удержать Ю на руках, и он рад этому, но Йойчи останавливает его мечом, прося не уходить. И Мика говорит ему, что если он собирается убить, что бы он ни делал, он все равно это сделает. Один раз, и если нет, чтобы я не беспокоился. Однако Йойчи отвечает ему, что если он семья Дель Прата, то он тоже часть его семьи. Мика на секунду останавливается, но то же самое нападает на Ичи. Потеряв концентрацию, Шиньо удается проткнуть его своим пистолетом, но когда он собирается убить его, Шиноа останавливает его и защищает Мику, говоря ему, что если бы он умер, Юсу был бы очень зол на них. Но когда он собирается убить его, Шиноа останавливает его и защищает Мику, говоря ему, что если бы он умер, Юсу был бы очень зол на них. Поэтому я рекомендую вам взять это и уйти. Остальная часть армии, даже Синдзя, не понимают, что делает Шиноа, и хотят убить Мику. Но весь отряд Шиноа готовится к защите Праты и Мики, вступая в схватку со своими собственными товарищами. Мика потрясен, услышав твои слова, и не может поверить, что это существует в этом мире. Тем временем ты вспоминаешь Проту и его семью в детстве, когда они хотели, чтобы он поиграл с ними. Если ты не подойдешь и не скажешь ей, что им нужно бежать сейчас, и что они скоро встретятся в аэропорту, так что ты должен доверять ей. Мике удается сбежать вместе с Протой, но солдат атакует со спины, и если она не попытается убить ее. Синдзи приказывает им этого не делать, но то же самое атаковал. Однако Наруми спасает его как раз вовремя, ругая солдата, а затем требует объяснений, но Синдзя кричит, что на это нет времени, так как прибыло вражеское подкрепление. Прибывшие вампиры легко побеждают солдат, в том числе товарищей Наруми, который сходит с ума. Но Шинья останавливает его, так как у них нет времени сражаться и им просто нужно бежать. Хотя уже слишком поздно, все подкрепления прибыли. А с другой стороны Микауи вместе с Протой, у которого осталось мало энергии. Генерал Чинджа приказывает всем направиться к месту встречи в аэропорту, делая все возможное, чтобы добраться туда. Тем временем сильно раненая Мика падает на землю и пытается исцелиться, используя кровь жестокого, но у нее больше нет дозы, поэтому теперь она хочет что-то сказать Проту. Для этого ты пытаешься вернуть его в сознание, но тебе это не удается. А потом, когда я плакал от разочарования, ты слышишь шум. И это мальчик, который начинает убегать, когда видит, что он вампир. Мальчик заходит в заброшенный супермаркет, и мы видим, что он не один. Есть целая группа, к которой он обращается за помощью. Мика держит его за шею, размышляя, стоит ли ему брать кровь у ребенка, но останавливается, услышав, что мальчик говорит ему «монстр», а затем переводит мальчика в другое место. Запритесь внутри супермаркета, чтобы она могла укрыться. И теперь Ю встречает Асурамару, который говорит ему, что он не понимает, что правильно, а что нет. Когда он полон решимости защитить свою семью, он также рассказывает ему, что уже давно находится без сознания. Прота беспокоится об этом и спрашивает ее, что случилось с Гурёном, и она ругает его за то, что он всегда заботится о других, и говорит ему, что понятия не имеет, что произошло, поскольку он может видеть только то, что может видеть Прота. Но он настойчиво спрашивает о Гурене, и она говорит ему, что, по-видимому, рядом с ним сейчас находится еще один член его семьи. Прота просыпается, не зная, где он находится, а затем видит раненого вампира и поэтому вытаскивает свой меч, чтобы сразиться. Но потом понимает, что это Мика, и решает подойти к нему. Мика, увидев это, встает и набрасывается на Прота, прося позволить ему выпить крови. Прота спрашивает его, в чем дело, но Мика только говорит, что ему больно и что ему нужно выпить много крови. Но когда Мика собирался выпить его кровь, Прота обнимает его, чтобы извиниться за то, что оставил его в покое, и Мика приходит в сознание, за что извиняется перед ним. Прота, который спрашивает, не заставляет ли его пить кровь, чувствовать себя так плохо. Молодой человек отвечает «да», а затем начинает терять кровь изо рта. Прота предлагает позволить ему выпить его кровь, но Мика отказывается и говорит ему не приближаться, так как он просто хочет что-то сказать ему, но Йо отказывается, так как Мика умирает. И поэтому он просит его выпить его кровь. Он показывает свою шею, чтобы он мог выпить много крови. Мика просит его остановиться, так как он больше не может сопротивляться. Все же Прота хватает его за голову, прижимает к груди и говорит ему, что не вынесет, если снова увидит, как он умирает, теперь, когда они наконец воссоединились. Но Мика отказывается, так как он собирается стать полноценным вампиром и никогда не состарится. Прота говорит ему, чтобы он оказал ему услугу, выпив его кровь, но Мика продолжает отказываться, поскольку он долгое время пытался не быть монстром, пока снова не увидит Прота. Прота ругает его, так как он говорит, что, конечно, он не хочет, чтобы они превратились в монстра, и что он предпочел бы, чтобы он стал монстром, прежде чем умрет, потому что если он это сделает, он заплачет. И именно поэтому он приказывает ему стать вампиром, чтобы выжить. И Мика отказывается, из-за чего все начинают спорить. И Прота говорит ему, что если он хочет умереть, он должен сделать это тихо и тайно, и что он не должен из-за этого поднимать шум, поэтому Мика отказывается. Она отказывается слушать его, пока он не согласится выпить ее кровь. А Мика говорит ему, что он ужасный человек и что из-за него он превратится в монстра. И Прота говорит ему, что это не имеет значения,
поскольку они все равно останутся семьей, и Мика начинает пить кровь Ю. Прата снова обнимает его и приветствует, и Мика, закончив, наконец полностью превращается в вампира. Мика чувствует себя довольно странно из-за того, что ему приходится пить кровь своей семьи, чтобы выжить, и Прата говорит ему, что они ненормальные и что ему не о чем беспокоиться. Юй упоминает фразу, которую он сказал Гурену о том, что если даже твоя единственная причина жить — это месть, ты должен продолжать жить, потому что однажды появится кто-то, кому нужна твоя помощь. И что, хотя он пришел к выводу, что он никому не нужен. Он изо всех сил старался продолжать жить как идиот, и поэтому он решил, что ты не нужен ему. Я поблагодарил его за то, что он это сделал, так как если бы он мог увидеть это снова, и он подбадривает его, поскольку они собираются выжить вместе, как бы тяжело это ни было. Мика слышит его слова, когда он много плачет, и Прата обещает ему, что он когда-нибудь найдет способ снова стать человеком, и поэтому он просит его не сдаваться, что он должен продолжать жить. И Мика отвечает ему, что он должен был спасти Прата, но теперь Ю становится человеком. Он стал сильнее, перестав быть плаксой. Прата злится и говорит ему, что он плачет, это он, а затем комментирует ему, что если он сегодня сильнее, то это благодаря Гурену. Но Мика пытается предупредить его, что он просто использует его, и Прата отвечает ему, что это не имеет значения, так как это его семья, и что точно так же до того, как он это сделает, Мика пытается убедить его, что он просто использует его, и Прата отвечает ему, что это я бы нашел его, если бы Гурен был уже мертв. За что он благодарен, что благодаря Гурену и Мике он все еще жив, и поэтому ему все равно, что они его используют. И Мика говорит ему, что он не такой, как люди, что он его не использует, но Ю шутит, что да, так как он выпил их кровь. И Прата говорит ему, что взамен она помогает ему спасти его семью. И теперь мальчики начинают свой поход по заснеженной земле, жалуясь на время, проведенное вдали друг от друга. Прата спрашивает Мику о том, что случилось с его товарищами, но теперь Мика злится и просит его прекратить говорить о людях. Поэтому Ю только слушает его, и он игнорирует это, чтобы потом попрощаться и отправиться на поиски своих друзей. Мика приходит в ярость и угрожает ему своим мечом, оправдываясь тем, что делает это только для того, чтобы защитить их. Ю говорит ему, что тогда он должен ему помочь, но Мика не считает это самым правильным решением, и Прата предлагает ему убить его, поскольку он скорее умрет, чем потерпит неудачу. Пытаясь спасти свою семью, Мика пытается убедить его отказаться, но Прата очень уверенно ругает его, заставляя Мику опустить меч. А затем молодой человек спрашивает Йоши о девушке, которая была раньше, а остальные — это те, кого он считает своей семьей. И он взволнован, узнав, что Мика знает, что случилось с его друзьями, поэтому требует, чтобы он рассказал ему. Мика рассказывает ему, что его спасли девушка с косой и ее друзья. Прата радуется и говорит ему, что они хорошие люди, которые должны их спасти, но Мика отвечает, что он спасет только этих 4 своих друзей, за что Прата приходит в восторг и радостно обнимает его, из благодарности прося, пусть они придут на помощь. В то время как отряд Шиноа и остальные товарищи прибыли в аэропорт, но они не находят ни одного из спасательных вертолетов, о которых говорит Гурен, что вызывает всеобщее беспокойство. И теперь Прата едет вместе с Микой в машине, который пытается рассказать ему о том, что с ним сделали люди, и Ю отвечает ему, что он уже знал. Но Мика показывает, что Прата является частью большого эксперимента, который ставит его в качестве основной цели человеческих и вампирских организаций. И Мика говорит ему, что из-за этого неудачного эксперимента вирус был выпущен. Прата спрашивает, не его ли это вина в том, что мир чуть не закончился. Но Мика говорит ему, что это не его вина, что их просто использовали и что виноваты люди. А еще он рассказывает ей, что в приюте, в котором они жили, была лаборатория, и что теперь японские военные возобновили эксперименты. Мика жалуется на людей из-за их жадности и отсутствия полного контроля, но Ю говорит ему, что он человек и что он хочет снова обратить Мика по-человечески. И Мика говорит ему, что если люди доберутся до него, они смогут уничтожить мир, и поэтому он предлагает ему вместе сбежать из этого места, а также уехать куда-нибудь очень далеко, где их никто не сможет найти. Но Ю говорит ему, что бежать некуда, так как все было разрушено. Хотя если это то, чего он хочет, он должен сначала поговорить об этом со своими друзьями, так как они могут помочь ему сбежать. Наконец-то мы наблюдаем, как Курета направляется к испытуемому, выясняя, что это сестра Шихоу. Тем временем в аэропорту все спрашивают Шинью, что им следует делать, так как вампиры преследуют их, а затем Мито обращается к нему с приказами, которые он нашел в интернете. Диспетчерская. Наруми спрашивает Шинью, что написано в письме, и генерал комментирует ему, что им приказано ждать в аэропорту. И внезапно мы слышим, как Рика и Наэ избивают Шиноа, сомневаясь, что она все еще жива, и ее товарищи пытаются помочь ей, но Шиноа приказывает ей не делать этого. Рика ругает Шиноа за то, что она все еще жива, говоря при этом, что из-за нее погибли Яой и Якима, а также многие другие. Шиноа извиняется перед ней, однако Рика требует, чтобы если она хочет извиниться, она должна заплатить своей жизнью. Но затем подходит Наруми и указывает Рике, что он обо всем позаботится, в то время как у нее отнимают меч.
и говорит, что она не просит прощения и пытается угрожать Шиноа со своим мечом, но Синдзи отвечает, что не их дело говорить, казнить ее или нет. Поэтому Наруми приходит в ярость и спрашивает, что они здесь делают, поскольку они следовали за генералом, выполняя все его приказы, но ничего не получили. И кроме того, приказы, которые они получили, исходят от генерала — сопротивляться в этом аэропорту. Наруми спрашивает их, действительно ли они пришли сюда только для того, чтобы умереть. И Синдзи отвечает, что план состоял в том, чтобы сесть на спасательные вертолеты, чтобы заманить вампиров в Синдзюку, но что весь этот план принадлежал не Гурену, а генерал-лейтенанту Кюре. Из-за чего Наруми злится и говорит, что устал от семьи Хираги, что он использует их только тогда, когда они отдают приказы сверху, а затем говорит, что уходит с миссии. Но генерал ругает его, поскольку он сам сказал, что приказы начальства не выполняются, а они ослушались. И Наруми жалуется на это, загоняя его за решетку аэропорта. А потом говорит, что рота лунных демонов подчиняется только приказам генерал-лейтенанта Ишинасё. И именно поэтому Сигури говорит Юри, что ему тоже следует уйти, поскольку он не обязан следовать плану, который не принадлежит Гурену. Но Синдзя перед тем, как все уйдут, говорит Наруми, что они все вместе уходят с миссии, а затем говорит, что они не будут выполнять приказы, учитывая это. Теперь они должны собраться с силами и приступить к осуществлению плана по спасению генерал-лейтенанта Чинуза, что вызвало у всех огромную радость. Затем мы наблюдаем, как Кроули прибывает на место битвы, где погибло так много людей, а затем направляется послушать речь Крула. Тем временем дворянин пытается продолжить допрос Гурина, но у него ничего не получается, и Гурен думает, что ему надоело, что его бьют. Но он должен сопротивляться, чтобы его не избили. Когда я дам им информацию, она будет более достоверной. А теперь мы наблюдаем за Феритом вместе с Кроули, который говорит ему, что 5 дворян погибли из-за того, что кто-то слил информацию. Поэтому он спрашивает Ферита, действительно ли он это сделал. И Ферит автоматически отвечает ему «нет», но ответ не удовлетворяет Кроули. И он говорит ему, что ему также неприятно, что он также сообщил об их местонахождении, поскольку он думал, что они на одной стороне. Ферит говорит ему, что это было для развлечения, и чтобы никто не заподозрил его, поскольку его люди тоже подверглись нападению. Дворянин признается, что если он стоял за всем этим, но он делал это не в одиночку, поскольку Гурен также был кукловодом, и что Гурен продолжает злить своего следователя. Но после серьезного удара со стороны допрашивающего, генерал-лейтенант сообщает им только название одного города, которым будет город Синдзюку. Ферит рассказывает Кроули, что Гурен неполноценный, который находится на пути к тому, чтобы стать полноценным демоном, в результате чего в течение дня у него появляются две личности. Одна, где он идеалист борьбы за своих сверстников и друзей, а другая, где он очень отрицательный, одержимый своим другом. Покойная любовница, которая превратилась в демона. Ферит велит Кроули понаблюдать, как освобождается монстр, и Гурен, одержимый его демоном, вырывается на свободу, сумев убить своего допрашивающего, угрожая остальным вампирам. Но вмешивается Крул и спрашивает его, является ли он посланником Игугираги, также спрашивая о его местонахождении. Гурен сообщает ему, что она мертва, но Крус приходит в ярость, так как это была не та сделка, которую он заключил с Марио, поэтому если она мертва, он не может заниматься сексом рядом с ним. Тогда Гурен говорит ему, что он должен убить его, но он насмехается, что он не может этого сделать, поскольку Жестокий предал многих из своих, и они не смогли пожалеть о своей сделке. И поэтому им нужен эксперимент Серафима Конца, который увенчается успехом сегодня, и он признается Крулю, что эксперимент будет проведен в следующем году. Встречаемся в аэропорту. Крул, поэтому прикажи своим военным, чтобы они направлялись в аэропорт. Тем временем в аэропорту приближаются самолеты имперской армии демонов. При посадке эскадрилья Чиноа с удивлением видит, как самолет спускается в Кюрета. Затем Кюрета предстает перед всеми и благодарит его за жертву, которую они принесли для выполнения миссии, поскольку благодаря им удается одержать полную победу над вампирами. Поэтому он приказывает им отдохнуть. Но никто не может поверить в то, что они слышат. И если Наа приказывает своему отряду продолжать атаку, Шин подходит к Кюрета и спрашивает его о предполагаемой победе, сообщая, что несколько дворян приближаются к аэропорту. Поэтому он спрашивает, каково это, что он думает одержать победу, и Шин отвечает: «Боже мой». Он просит Кюрета рассказать, что на самом деле происходит. Но Кюрета игнорирует его и спрашивает о Гурене, которого он считает идиотом, узнав, что он был схвачен, и спрашивает Синджу, кем он был, когда был схвачен, что удивляет генерала, и спрашивает, о чем он говорит. Крета немного рассказывает ей об этом, но затем говорит, что она должна заткнуться и уйти, и Кюре приказывает Хой продолжить выполнение плана. Поэтому она подает сигнал самолету, чтобы они продолжили выполнение плана. Из самолета выгружают большой контейнер, поэтому Шинья спрашивает, в чем дело, но Курета напоминает ему, что он получил приказ, что они больше не играют никакой роли в плане. Шинья угрожает ему своим пистолетом, но сегодня он останавливает его, а затем разъяренный Наруми пытается противостоять ему. Тем временем Шиноа наблюдает за происходящим и думает, что он выглядит очень плохо, и Курета говорит Шинье остановиться, так как он не сможет защитить Наруми. Шиноа просит его, если миссия действительно закончилась,
простить поведение Наруми в качестве благодарности за принесенные жертвы. Курета говорит, что сделает это, потому что у него хорошее настроение и что он все равно умрет. Затем контейнер начинает открываться, и изнутри выходят демонические клинки, чтобы атаковать всех. Наруми удается укрыться вместе с Шиньей, но остальным его товарищам не повезло, поэтому он наблюдает, как они постепенно умирают один за другим, и приходит в такую ярость, что бросается в атаку против Курета, который говорит ему не поднимать столько шума из-за того, что эта смерть необходимая человечеству для продвижения вперед. И когда Наруми собирались убить, отряд Шиноа защищает его, а затем Йоши стреляет в Крета, но не может причинить ему вреда. Шиноа говорит Крета, что они собираются отступить, но он отвечает ей, чтобы она не волновалась, так как она из-за того, что она Ира выживет. Тем не менее, Шиноа пытается сбежать, и Крета затем тоже нападает на нее, но как раз прибывает Прата, чтобы спасти ее, в то время как Мика говорит Проте, чтобы она не уходила. Он должен был прийти, так как люди нападают друг на друга, но Ю отвечает, что хорошо, что они пришли, а затем спрашивает, что Курета делает это для своих товарищей. И он шокирован, увидев черных демонов Гурина, но все же нападает на них. Мицу не понимает, что за демон находится внутри контейнера, но им все же удается защититься от атак и попытаться сбежать. Но когда они собирались это сделать, вампиры прибывают на место происшествия с приказом уничтожить всех людей, поэтому Крета приказывает своим людям сражаться с ними. Прата волнуется, но Синджа и Мика говорят ему, что это лучшее, что могло с ними случиться, потому что они могут воспользоваться этим, чтобы уничтожить всех людей. «Убегай». А затем Гачи говорит ему, что они молодые, что им нужно бежать, в то время как старшие будут прикрывать их спины. И Прата полон решимости никого не дать умереть, поэтому он продвигается к передовой, а затем ему удается увидеть Гурина, который очень рад видеть его там. Но когда он собирается приветственно обнять его, Гурион со своей злой личностью пытается напасть на него. Однако Мика останавливает его и говорит ему, что он уже знал, что им не нужно доверять людям. И таким образом начинается поединок между Гурионом и Микой. Но генерал-лейтенант насмехается над Микой, поскольку он уже не так силен, как Синдзюку, и поэтому ему удается очень легко победить его. Внезапно Кюрета сообщает Гурену, что план уже начат. Обеспокоенный Прата спрашивает Гурина, что с ним происходит, но тот называет его Серафимом Конца и начинает атаковать всех, сумев получить больше тел, которые питают демона внутри контейнера. А потом контейнер взрывается, и я вижу, что изнутри оттуда выходит ангел, но позволив себе хорошо рассмотреть себя, Чихоу шокирован, так как это его младшая сестра Мираи. Полностью одержимая Мираи говорит, что люди отвратительны и что они должны исчезнуть. Затем она трубит в свою трубу, заставляя весь сценарий боя измениться. Ферит рядом с Кроули наблюдает издалека, и Ферит говорит, что все это увлекательно. Крет приказывает своим людям контролировать ангела, а Шинхаус приходит в ярость от того, что он делал со своей сестрой, поэтому он направляется атаковать Курета. Но как раз в этот момент появляется Гурион и пронзает его своим мечом. Прата приходит в ярость и автоматически начинает атаковать Гурина. Мика решает помочь им, и они оба противостоят Гурену, и когда появляется возможность прикончить его, он останавливается и говорит, что не может этого сделать. И спрашивает его, почему он предает своих друзей и почему он предает свою семью. Но Гурион, плача, пронзает его своим мечом, а потом начинает смеяться как сумасшедший. И теперь мы видим Мираи, из которой демон начинает выходить изнутри. Поэтому Курета рад узнать, что это демон разрушения, вызванный пятой трубой. Называется Игумен, и что он наконец был под контролем людей, контролирующих Серафима Конца. Курета приказывает чтобы Абадон начал пожирать всех. Абадон запускает множество маленьких монстров, которые начинают есть их всех, поэтому Шиноа приказывает своим товарищам уйти, но Шинхо не хочет бросать свою сестру. И он очень тяжело ранен. Велит ему уйти они, что это их проблема, но в итоге они падают на землю. Шиноха также наблюдает, как Мика несет Прата на спине, когда он побеждает врагов на своем пути. Прата просыпается и спрашивает Мику о Гурене, так как он хочет помочь ему, потому что видел его плачущим. Мика отказывается спасать всех, но Прата говорит ему, что они его семья, и после этого Мика ранен монстром, и Прата заботится о нем, предлагая свою помощь. Кровь, чтобы ее можно было вылечить. Но Мика говорит ему, что внутри этого поля он не может регенерировать, поэтому ничего нельзя сделать, так как никто не может победить этого демона. Мика говорит ему, что он должен уйти сейчас, когда он может ходить, а Ю отказывается уходить сейчас, когда она вернула его, и говорит ему, что не собирается уходить. Он обращается к своей семье и спрашивает, стоит ли ему просто победить этого монстра, чтобы спасти весь мир. Мика снова предупреждает его, так как он должен слышать, поскольку победить его невозможно, но Прата пронзает себя своим мечом, чтобы добраться до Сурамару, который
говорит ему, что с его силой невозможно победить демона и что поэтому он собирается использовать трубу и называет его предателем. Сурамару предупреждает его, что это очень плохое решение, так как таким образом он теряет свою человечность. Прата отвечает, что ему уже все равно, что он просто хочет защитить всю свою семью, и когда он трубит в трубу, огромная сила охватывает Прата, который шокирует всех и каждого. Что они видят это в тот момент, и это также заставляет монстров прекратить атаку. Шинхоу просит Прата, пожалуйста, помиловать его сестру, а Ю тем временем начинает претерпевать трансформацию. Курета потрясен, увидев, что происходит, и сегодня сообщает ему, что появился новый Серафим неизвестного конца, и сигнал исходит от огненного столпа. Но он понятия не имеет о том, что происходит. Крита волнуется и говорит, что если ему придется быть врагами Бога, они будут, и что только так человечество сможет продвинуться вперед, отдавая приказы атаковать Серафима Конца, который находится на поле битвы. Атака начинается, но им не удается нанести вред Протону, который создает море соли, которое разрушает все, к чему прикасается. Сегодня он предупреждает Кюре, что появившийся Серафим — это вторая труба, и его называют королем соли, но Кюре не проявляет к нему интереса и приказывает убить его. Полностью одержимый Прота направляется, чтобы совершить свою атаку. Демон Кюрета отчаянно пытается оттолкнуть его, нанося множество ударов, и все же Проте с большим трудом удается добраться до него, и в конце концов он может победить его. Затем король соли говорит всем, что человечество придет к своему концу, все будут превращены в соляные столбы, и Курета решает, что он должен победить его. Атаковать, но не может причинить ему вреда, поэтому приказывает всем солдатам поймать его. Гурен подходит к нему и говорит, что он, по-видимому, тоже сошел с ума, и соляной король собирается сразиться с Гуреном. Но внезапно Сурамару говорит Юке, что в конце концов он снова с ней посчитался и извиняется за то, что собирается сделать. Она превращает его в демона, заставляя его терять сознание. И теперь все хотят добраться до Прота, даже Мика и Крул. Крул приказывает Мике вернуть Прота, и в этот неожиданный момент Кроули нападает на них, но Крулу удается победить его. Ферит атакует его со спины, сумев победить ее. Однако, прежде чем отдать приказ Мике, Ферит впоследствии представляет Крула как вероломного перед остальными вампирами, провозглашая себя новым лидером. Наруми прибывает первой с Протой, и ей удается выиграть время, чтобы Шиноо могла забрать ее. До прибытия Курета начинается новое противостояние между людьми и вампирами. Тем временем Шинья просит Гурина объяснить, но он просто говорит, что достигает того, о чем они мечтали в детстве — изменить мир. Шинья понимает, что Гурен одержим, и пытается заставить его вернуться. И теперь Йоши напоминает Шиноа, что перед побегом они должны спасти сестру Шихоу, и внезапно к ним подходят солдаты, требуя, чтобы они передали ему Прота. Шиноа говорит ему, что они не принадлежат к армии и автоматически готовятся к бою, но Мика, кажется, наносит один удар, который победил всех, и просит Шиноо прекратить тратить свое время. И мы перенесемся на 4 месяца назад, где увидим, как Курета готовит свои войска, а вампиры приветствуют нового дворянина по имени Лискар. Тем временем Прота вместе со всеми своими друзьями готовится отправиться, чтобы забрать сестру Шихоу и вернуть Гурина, а для этого они должны направиться в Сангвинин, место, из которого им едва